Это подкаст «Звукозануды», и в гостях у меня Тарас Станин, пожалуй, битбоксер номер 1 в мире. По крайней мере, по просмотрам это точно. Но, на мой взгляд, и не только по просмотрам. Трехкратный чемпион России по битбоксу. У него десятки миллионов просмотров в рилзах и тиктоках. Огромная фан-база за пределами России. Мы поговорим про музыку, битбокс и куда все это идет. Поехали смотреть. Я смотрел твой стрим, прям вот буквально. Не, это был, наверное... Ну окей, это было, наверное, недельку назад, мне кажется. Ты ведешь стримы. Чё в этом прикольного для тебя? Зачем тебе стримы вообще? Отдушина просто, на самом деле, поговорить, поболтать, высказать какие-то вещи, которые... У меня же формат такой, то, что я просто там битбокс делаю, не разговариваю. В этом тебе сильно повезло. Ну, как повезло? Ты сам выбрал, конечно, этот формат, но ты хотя бы можешь где-то сказать что-то за скобками. Вот, у меня такого нету, я просто делаю битбокс, как только битбокс заканчивается, я сразу: «Стоп, Влад, выключи запись!» Вот, и вот, поэтому... То есть это твой способ коммуникации? Да, я раньше... Смотри, я просто смотрел твой стрим, я смотрел, что он не весь, но я просто попал на какую-то часть. Ты там в основном битбоксил. То есть, прям вот, говорим, общение, чтобы ты там сидел и 2 часа, не затыкаясь, общался с чатом. Ну, там такого, я не знаю. Там, знаешь, чего нету? Попал не туда? Там нету 2,5 часов битбокса тоже. Поэтому я вообще обожаю делать битбокс, когда у меня получается. Иногда не получается. И стрим — это... Вот я не верю. Насчет битбокса — это эксперимент. Вот. То есть я там много вещей тестирую, смотрю, на что больше люди отреагируют, да, и показываю то, что мне нравится, то, что я считаю крутым, и смотрю, насколько я в целом в коннекте с аудиторией. Вот. Естественно, много там болтаем, разговариваем, я что-то рассуждаю. И там нет 2,5 часов непрекращающегося разговора, и нету 2,5 часов битбокса. Там все. Иногда я больше разговариваю, чем делаю битбокс. Иногда больше делаю битбокс по настроению. Поэтому я такая, говорю, отдушин просто. А есть еще какой-то способ, как ты контактируешь с аудиторией? Потому что ты живешь в России. Твоя core-аудитория, которая тебя в основном смотрит, я так понимаю, в основном находится не в России, и на улицах тебя узнают нечасто. К тебе не отбегают фанатки, не просят расписаться на груди. Ну, на самом деле, почему-то часто узнают. Вот. На удивление. У меня 3% подписчиков из России. 3%? 3%. Фантастика. Было 2,9%. Долго очень. 2,7% было долго. Вот, с начала года. Сейчас стало 3%. Из-за некоторых подкастов на русском, опять же. И... Ну, еще каких-то вещей. Из-за того, что кто-то на Яндекс.Дзене выпускает информацию о том, что я в Токио живу. Да? Да. Вот. Русский битбоксер на данный момент проживает с командой в Токио. Куда инфа вообще? И в Самаре узнают, вот, что удивительно. Ну, может быть, не удивительно. Как я коммуницирую? Как-то вот коммуницирую, что-то... Не особо коммуницирую, на самом деле. Стримы — это, на самом деле, самый такой главный способ, да, коммуникации у меня. Поэтому они у меня существуют, я стараюсь по расписанию даже более-менее делать. На стриме ты проверяешь свои навыки? То есть насколько нужно быть в форме? То есть похож ли битбокс на большой спорт? Чтобы, типа, вот оставаться в топе, нужно прям прикладывать много усилий и не пропускать тренировки, условно говоря. Я просто, если честно, конечно, для меня битбокс я знаю очень базово. То есть я вот следил году в 10-12, когда он был популярен, ну такой вот, он был популярен у подростков. Вот, и мы такие, типа, да, битбокс! А потом как бы это все пропало, и типа 15 лет, ну, там, 12 лет до меня не существовало битбокса вообще. И тут вдруг там, бам, там, рилсы с тобой и еще с другими ребятами вдруг опять становятся популярными. Ты думаешь, ого, ничего себе. Как? Мне на самом деле сильно нравятся люди, которые не знают про битбокс, вот, потому что я битбоксом-то начал заниматься, потому что думал, что это чушь какая-то. Мне не нравился битбокс, он был сильно популярен, и такой, да что-то бред какой-то, ребят, ну вы что? Это, кстати, было до 2010 года, то есть я не любил битбокс до 2010 года, а когда он стал популярен благодаря нескольким людям вообще в целом мире, и поэтому я увидел в этом перспективу какую-то. Мне кажется, что это может быть чем-то хорошим, вот так вот. Перспективу ты там увидел? Ну, да. Просто, мне кажется, в 2010 году, ну, перспективу нужно было увидеть в рэпе. Максимум, может быть, там ты смотрел на каких-нибудь рок-ребят, и, может быть, там в гитаре. Но битбокс. Ну, битбокс это в целом... Битбокс, ладно, не знаю, может быть, я смотрю со своей стороны ханжества какого-то, что ли, но как будто бы в 2010 году или там в 2008 году, окей, казалось, что чтобы, потенциал был в рэп-музыке. Да, можно было в биткоин вкладываться популярных, в 2010 году. Ну да. Просто популярных рэперов были сотни, а популярных битбоксеров было 2.
Типа, ну там 3, окей. Ну да. Короче, это же битбокс, это в целом способ исполнения музыки. То есть это не определенный стиль, не какая-то определенная музыка, это способ исполнения. Вот, то есть как можно на концерте музыку исполнять, можно на гитаре дома исполнять, где-то музыку записывать на видео, можно устраивать квартирники, и можно играть на гуслях только и не петь, можно выдавать только соляки на электрогитаре у концерта в Ваенге. Вот. А ты хорош. А ты, получается, во всех музыкальных мемах разбираешься. Ну, не только мемах, но я стараюсь музыки... Я очень музыку люблю, а вот битбокс, он какая-то вот... Музыка всегда с тобой, это очень банально, да, будет прям очень избито, так сказать. Вот. Но в битбоксе я увидел перспективу в том, что это может быть любым стилем. Вот. И я вообще не понимал, почему... Блин, а это было не очевидно. Ну, Да. я не знаю, давай так, я вот опять-таки свои скажу впечатления. В 2010 году было очень неочевидно, что кроме, ну, рэпа и около рэпа может вообще битбокс где-то быть. Потому что это всегда было, ну, типа там, чуваки танцуют брейк, рисуют граффити и битбоксят. Да. Типа того. Ну вот в этом агрегатном состоянии, когда битбокс был, я, собственно, не любил битбокс. А появился вот в 2010 году, ну, много очень вообще битбоксеров, и они, кто-то какие-то креативили стили, кто-то драмбейс уже делал, да, кто-то там дабстеп пытался, кто-то хаус пытался. Я такой, так, это вообще чем угодно может быть в таком случае, наверное. И мне, кстати, вот вчера, вот прям на свежак, я вообще Depeche Mode сильно обожаю. И я помню вот такое воспоминание у меня яркое из детства, когда у двоюродного дяди я был в гостях, у него стояла очень такая крутая аппаратура, он из Европы возил система аудио. И когда вот Enjoy the Silence играл, вот, там очень хорошо этот звук раскрывал. Ну, довольно песня, она такая, конечно, там не супер многослойная, но очень классно звучала на этой аппаратуре. Конкретно вот эта самая их популярная песня. И у меня есть такие по жизни ачивки какие-то, которые я закрывал битбоксом. Типа там хочу сделать вот Джастина Тимберлейка битбоксом. Вот, да, там сделал. Но это еще год 10-11 был, когда я только начинал. Потом что-то мне взбрело в голову там богемную рапсодию сделать. Queen. Вот. В 2018 году я сделал ее в финале на чемпионате России и выиграл. Вот этой песни. Я такой, Было коряво, не смотрите лучше. Там были немного неполадки со звуком, и мне приходилось как-то изворачиваться. И вообще битбокс в соревнованиях — это довольно гадкая вещь. Ну, для меня, я то, что говорю. Как я вот не любил битбокс, в общем, да, понимании самих битбоксеров, я его так и не люблю. То есть мне кажется, что битбокс — это что-то большее. И сейчас, опять же, я звучу как бред. В 2010 году. Вот. Да, вот, ребята, у нас здесь огромная муха пролетает между нами. Во время того, как мы ставились, она полетела, и, к сожалению, мы не можем ее не вытащить ничего, но она огромная и громкая. Ну, в общем, она будет нам мешаться, помогая немножко разнообразить этот скучный подкаст. Такой некий шмель, которого мы не боимся. Вот. Ну и также, мне кажется, вот слова, которые я говорю сейчас, могут для кого-то показаться бредом, но через 10 лет уже будет меньшим бредом. Вот. Я, собственно, не собираюсь сворачивать с этого пути. Короче, вчера самое, не знаю, пока главное мое достижение, у меня получилось сделать битбоксом Enjoy the Silence. Я не буду это. Я могу тебе прислать видео. Я потому что записал. Да? Было очень сонно. Да, в час ночи. Я пытался это сделать. Сейчас скажу. С 11 полвторого ночи я где-то записал все-таки. Просто коротенькое там видео. Оно идет сколько? 56 секунд вроде, да? Это жесть. Но сложно как-то комплектовать все звуки вот эти. Естественно, я не могу делать какие-то аккорды, многоголосия битбоксом, хотя уже там где-то на 2 ноты разложить можно звуками одновременно. То есть ты про звукоизвлечение, когда ты развиваешь свой голос при помощи расщепления? В том числе. Ну, там много звуков же в целом. То есть сделать в 3 октавы звук какой-нибудь, да, в одну ноту, там, это несложно уже в битбоксе. А вот именно разбить на интервал намного сложнее. Там больше контроля. Нужно мозгом контролировать и ноту какую-нибудь там фа и до. И сложно это удержать в голове. Вот, но, возможно, начинает получаться. И в этой песне, конечно, я там не делал многоголосие, просто получилось сделать заглавные звуки очень приближенно, изобразить басовый синтезатор, изобразить вот этот хор, который на синтезаторе был сыгран, вот, барабанную партию и голос. Вот, собственно. Но это довольно уже неплохо. И чтобы это звучало аутентично для Depeche Mode, конечно, я офигел. Очень сильно устал, потом спать лег очень хорошо. Что такое «Черная пятница» в Music Heads? Это не просто обвал цен, как принято у многих.
Они создают связки курсов. Связки — это комплекс из нескольких образовательных программ, которые были наиболее популярны и востребованы в школе за последние годы. Среди связок вы найдете курсы для звукорежиссеров, музыкальных продюсеров, а также отдельную связку от Кости Матафонова. Мой фаворит. Этим связкам ребята дают довольно креативные названия, исходя из определенной тематики. В этом году они стилизовали названия под различные голливудские фильмы, которые наверняка вы знаете. Чего только стоит связка «Вечное желание ритмичного грува». Акция ограничена по времени, поэтому успейте ею воспользоваться. Если хотите приобрести курс и поддержать именно меня, то переходите по моей ссылке под этим роликом и приобретайте наиболее подходящую связку именно для вас. А мы вернемся к ролику. Мне всегда казалось, что когда ты начинаешь заниматься битбоксом, и ты один, ты себя очень ограничиваешь. Ты себя ставишь... Ну, то есть, вот прикинь, ты говоришь, я буду рок-звездой, но буду играть на гитаре с одной струной. Да, из нее можно извлекать много звуков. Джимми Хендрикс так начинал же. У него что-то сломанная гитара была. Вот. Сколько там струн было? 3 или одна потом, даже? Да, когда он уже играл там и зубами, и на горящей гитаре. Там же уже их было... Может, я научусь делать эти интервалы. И в таком случае уже будет мне несколько нот. Но да, это такой челлендж, который меня, собственно, мной очень сильно двигает. Вот такой челлендж, то, что в целом... И есть некие не шпаргалки, но такие вещи, которые в целом меня успокаивают насчет этой мысли. То, что в целом много песен в мировой музыке, где звучит только 2 инструмента, и один из них голос. Вот. То есть аккомпанемент, один инструмент какой-нибудь, да, и голос. И в целом-то людям достаточно. Такой музыки много великой. Да. Ну, типа Hey Jude, и там ничего не нужно. Ну да, или больше. Тоже Stairways to Heaven какой-нибудь. Там где-то что-то добавляется, но в целом-то для начала достаточно. 2 минуты точно человек удержит такой аккомпанемент. Плюс есть еще одна штука, которую я мало где говорил на самом деле, но это такая моя сумасшедшая какая-то идея, догадка. То, что у битбокса хорошо отточенный звук, он очень сильно приятен уху. Плохо отточенный звук, он уху неприятен сильно, поэтому битбокс не популярен, вот, потому что сложно звуки оттачивать. То есть там, изобрели синтезатор, да, допустим, появился первый неживой якобы звук. Но так как он аналоговый, все равно там микроизменения есть каждую секунду происходит. То есть он аналоговый, он на то и аналог, да. Цифровой, если мы берем там 10-е годы, да, это цифровой синтезатор, но все-таки, не аналог, не то немного. Вот. Сейчас они, конечно, научились там немного модуляции всякие делать, микромодуляции, чтобы звук постоянно был разный. Но получается, биологический синтезатор. Вот. Довольно дорогой. Сколько стоит трахею купить? На черном рынке, пожалуйста, ребят, напишите в комментариях. Кто сидит. Вот. И поэтому, если поймать все резонаторы классные, вот, то звук никогда не надоест. Потому что у меня такие... Я начал битбоксом заниматься, потому что мне очень сильно понравился звук, который... Горловой бас он называется. Вот. Битбоксеры сокращенно его называют горловой, но в современном мире могут быть некие путаницы, поэтому, да, я говорю горловой бас, именно бас. Вот, очень насыщенно. У некоторых звучит, у тех, кто правильно умеет его делать. А таких людей в мире очень мало. Но ты сейчас говоришь это примерно как про дорогой инструмент. То есть, если ты возьмешь китайскую гитару какую-то, там за 3000 рублей с Авито, она будет звучать как трин-трин-трин. Ее только в рэп сэмплить. Классный, в современный, который уже такой, знаешь, немного с фаном деланный. То есть где-то издевательство, где там сэмплят синтезаторы дешевые. Да. Вот, такое сейчас практикуется очень. Да, и если мы возьмем какой-нибудь классный Мартин или Тейлор за 400 тысяч, понятно, что он будет звучать почти как рояль. То есть у него будет очень богатый тембр. И, наверное, да, я об этом не думал. Я не то чтобы вообще много в жизни думал про битбокс, но вот сейчас я думаю, да, есть те ребята, у кого звук звучит как Тейлор, а те, кто звучат как гитара с Авито. Да, в целом голос, да, он очень... Самый, наверное, дорогой инструмент — голос, но при этом им сложнее всего управлять, потому что ты тюнер как бы не подкрутишь. Под тюнер не подкрутишь свой голос, это приходится скиллами достигать. Ходов нет. Да, поэтому еще там и возможностей больше. Сложно контролировать. То есть у тебя мониторинг, извини меня, ограничен. Гитару ты можешь услышать в наушниках как-то внешне, да, а тут ты звучишь сам у себя внутри своей головы, это не очень точно можно еще настраивать. Прикольно. Да, но вообще я, на самом деле, предупредил некоторых подписчиков, что я иду на подкаст, и то, что вообще это такой приятный подкаст, когда можно вот именно такие вещи обсуждать.
Знаешь, как я вчера еще там переписывался с другом, он говорит, ну, наконец-то не какой-то подкаст, где будут там... А какой у тебя рост? А что ешь? Вот. Ну, то есть классно, мы можем поговорить про дешевую китайскую гитару, наконец-то. Мы можем Всегда мечтал. Духоту, да? Не, да, вообще вполне. Я с большим удовольствием уйду в Духоту. Мы это уже с тобой обсуждали лично, но я хотел бы это еще раз повторить, ну, как бы поговорить на подкасте, уточнить того, что я бы хотел уточнить. Был момент, что, значит, были true битбоксеры, у которых не было ни компрессии, ни эквализации, ни обработок. Вот то, как ты звучишь, это и есть настоящий true. Просто я сам из рэп-тусовки конца 2000-х, мы с пацанами читали рэп, были... Она все еще здесь. Граффити рисовали? Вот граффити нас миновало, но мы выступали каждую неделю. У нас был здесь, может быть, ты знаешь... Респект за чистый рэп без граффити. Чистый рэп. Блин, может, ты помнишь, был клуб Манхэттен? Да, я там выступал. Да? И мы там выступали почти каждые выходные. Был клуб здесь, вот на Ленинградке. В подвале мы там выступали очень... Но у нас там была презентация альбома в 2011 году. То есть мы прям Поздравляю. были... С опозданием, правда. Рэп-пацаны мы были. И вот тогда уже было вот это ощущение того, что типа вот есть рэп правильный, и настоящие рэп-пацаны не делают теки. То есть они читают весь свой куплет от начала до конца, то есть они выходят к микрофону, выдают свой MC-перформанс. Нужно быть крутым чуваком. Я всегда на это смотрел, думал, да какая разница. Ну да. Главное, чтобы клево звучало. Чтобы человек хорошо был в наушниках, в газели ехать потом. Да. Ну вот как бы вот это было. И я так понимаю, есть такая же история в битбоксе, что есть какие-то правила тех, кто хочет, чтобы был правильный true звук, вот ты как в это. А из-за того, что у тебя много... Ну вот потому что если... Значит, я готовился немножко к подкасту, посмотрел там какие-то реакции, какие-то обсуждения, там туда-сюда. Каждый второй реактящий чувак на тебя или говорит, что типа это не может быть, типа там слишком много обработок, или он начинает объяснять, вот этот, который самый популярный, наверное, немец, он что ли? Такой чувак очень энергично. Вот, он говорит, типа, нет, он на самом деле все делает, он всего лишь использует ревер и дилей, и типа нет в этом ничего такого. Типа, пустите меня в ангар пустой, примерно то же самое будет. Ну да. Я вот вчера как раз, когда пытался записать идею на Depeche Mode, перед этим я разогревался на вот этой видео на красном фоне, которое The Hills кавер на Weeknd, и мне получалось повторить все вот эти партии просто вживую, и штука в том, что вживую это, когда я уже вот это все сочинил, все звуки по местам расставил и записал это на видео, и сейчас мозг эти звуки лучше объединяет. То есть сейчас я больше звучу к версии обработанной вживую. То есть, если бы я сейчас это дело переписывал, там бы какие-то штуки я сделал бы еще лучше. То есть ты, получается, пишешь, обрабатываешь, слушаешь, и такой типа, можно еще улучшить. То есть ты сам как бы, получается, натаскиваешь. Прикольно. Конечно. То есть я какую-то гармонику там в басу вытаскиваю, да, я потом этот резонатор просто в носу чуть-чуть ближе как-то мышцу напрягаю, и получается тот же самый резонатор. Ты сейчас говоришь на каком-то, я не знаю, языке, резонатор. Ну, то есть мне сложно себе представить, как можно расщеплять голос, вот этот вот твой бас, который ты делаешь, вот этот тот самый, который, я думаю, это, конечно... Ну, то есть, потому что мы все, опять-таки, в 2010 году, кто увлекался хитбоксом, естественно, там пытались там делать бочку, клэп, учились там вот это делать, все штуковины, и прям уходило время. И ты такой думаешь, вот на базовом уровне. И когда ты слушал других битбоксеров, ты понимал, что они, конечно, клевые, крутые, но ты понимал, как устроен рот в момент того, как это все происходит. Иногда смотришь тебя и думаешь, я даже представить не могу, что там творится внутри мышц твоего речевого аппарата, чтобы получался такой звук. И именно вот мы, опять-таки, это с тобой обсуждали, что именно это, на мой взгляд, по крайней мере, меня просто утягивает. То есть я до конца не верю, что это может быть, и я, помимо того, что это музыкально очень приятно звучит, я еще такой, да ёлки, чего? Вот на вдохе вот это вот с... Бас? Нет, это вот на вдохе ты делаешь странный звук на гласных, который так вот... с модуляцией. Я даже не знаю, как это объяснить. Я даже... Вот я сейчас думаю, сейчас вы попробуйте изобразить, а я даже не представляю, куда это нужно поместить в рот. Ну, в общем, ладно. Я, ребята, вам сюда возьму сейчас и вставлю. Когда ты, получается, такие звуки слышишь, ты... Вот этот именно момент того, что, типа, ты не можешь поверить, что есть мышцы, которые отвечают за такие звуки, вот именно это удерживает тебя настолько крепко. То есть для меня именно, не знаю, как для тебя, в чем интерес. Для меня интерес именно в этом.
Вот. А вы можете, ребята, написать, в принципе, что вам нравится. А может, и нравится. Кстати, я у тебя спросил, ты говоришь, у тебя нет особо хейтеров. Ну, когда приходит такая популярность, мне кажется... Мы можем сходку в комментариях устроить как раз. Да, типа, пишите, кто ненавидит. Нет, я просто к тому, что когда приходит такая популярность, очень странно, что нету людей, которые тебе желают зла, и которые хотят сжечь твой дом, или типа, ну, какая-то вот... Слушай, у меня раньше они были, их было намного больше. И, кстати, ты мне напомнил, ты поговорил про 10-е года, вот это все дело. Напомнил одну и с обработкой, то есть я сейчас вот попытаюсь закольцевать историю. Одну, которая является такой и болью, и то, что закалило меня сильно. Я начал вот битбоксом заниматься, да, у меня там было несколько идеологий таких, которых я придерживался. То, что, во-первых, как будто бы можно все сделать с битбоксом. Я вот каждый раз был вот прям дня 2-3 назад, вот Влад здесь сидит, поздоровайся. Привет. Всем привет, да. Это Влад, мой... 52, Да, мой друг, мой менеджер, помогает очень сильно. И вот он был у меня в гостях и нашел какой-то аккаунт, где были собраны какие-то лучшие электронные дропы. Это мощная часть в электронной музыке. Ремиксы на популярные треки. Да, и он включал их подряд, и я пытался сразу битбоксом повторять. И такая штука, что я пытался это сделать быстро, чтобы обмануть свой мозг, чтобы просто как попугай повторить. И я находил очень много новых звуков, которые я просто такой, да не может быть, что ртом так можно сделать. Я сам поражался, вот Влад тоже не даст соврать, он был свидетелем. Причем за день до этого я ему рассказывал, как я там придумывал какие-то свои звуки, вот эти, которые звучат очень необычно. То, что мне то же самое другой друг показывал какие-то треки, я такой, о, прикольный ход, и что-то повторял сразу. Какие-то басы там многослойные или какие-то звуковые голосовые эффекты, синтезаторы. Вот, и, собственно, я до сих пор поражаюсь, что можно и насколько не раскрыт потенциал голоса человеческого, потому что все равно я буду называть это голосом. Битбокс, да, но, конечно, это, если вот так вот в общем, да, и чтобы всем было понятно, возможности голоса все-таки. Ну, мне кажется, это комплекс, это весь речевой аппарат, потому что что ты делаешь без помощи связок. Да. Много чего. И вот такая боль, то, что был у меня один плюс в битбоксе, как я считал, что это сильный плюс, я звучал довольно мощно. И то есть с самого начала я пытался копировать музыку не битбоксеров. Но из-за этого, то есть я там скачал FL Studio очень давно, да, еще до того, как начал заниматься битбоксом, а заниматься битбоксом начал в 2010 году. И, собственно, там, когда открываешь FL Studio еще, там есть вот эти 4 звука, которые бочка, снейр, клэп, хэт. И у меня сильно отпечаталось, как они звучат, и то, что это называется кик, то, что называется клэп, снейр. И когда я узнал, что есть базовые звуки в битбоксе такие, я начал строить ориентир на вот эти фейловские звуки. Вот. И если послушать там какие-то, ну, не старые записи, но даже вообще любые записи мои, то моя бочка в битбоксе, она очень идентична кику стандартному FL Studio, когда только открываешь. Не знаю, изменили они, потому что давно FL Studio не сидела, только вот, не помню, годов вот с 8, наверное, по 13 я на FL Studio сидел. Вот, и что это сыграло злую шутку со мной, потому что у битбоксеров были свои какие-то вкусы на битбокс, и мне не получилось как-то, не получалось в интернете что-то. То есть я записывал какие-то видео, и прям, ну, звучало плохо, я не понимал, в чем, как так. То есть я еще с 2010 года тоже выступаю на сцене с битбоксом, и просто, ну, прям шикарно все звучит. То есть все мне говорили, что как будто на фестивале каком-то побывали, просто что очень насыщенный звук, все очень круто, и я тоже слышу, ну, прям класс вообще. То есть низы там я до 30 Гц выдаю спокойно вообще. То есть это моя база прям буквально, и там высокие тоже хорошо звучат. Но при этом с телефона меня слушаешь, что-то вообще не то. Вот проваливается как-то серединка, вот это все. И мне все остальные битбоксеры говорили, что вживую, когда они рядом, мой битбокс звучит уже обработанным. А вот когда я записываю на вот этот микрофон, он все-таки не может особо зацепить весь мой частотный рейндж, вот этот. И мне было очень сложно. И когда я научился, понял вообще, как примерно, где себя урезать для интернетного звучания, да, когда я начал звучать чуть хуже, чем я звучу вживую, люди начали говорить, что это все обработка. Он так никогда в жизни не звучал. Но ревер, извините меня, вот мы записывали дуэт с Ваней Импрувером, как заявку на чемпионат мира, и вот мы записали сначала просто версию, кавер на Жу Faded.
Нам все писали, ну, понятно, это обработка. Мы просто пошли в большую комнату, где много ревера, записали то же самое на телефон, вот, и все такие... Мое почтение. Да, оно так и было. Ну, то видео сейчас вроде 1 800 000, а это, ну 700, наверное, тысяч, да, где-то набрало. Для видео на телефон это прям... Да, это сильно. Ничего себе, я согласен. Да. Ну и мы прошли на чемпионат мира с этим. Как мы заявку сделали специально. Мы даже команду назвали Fake and Autotune. То есть это значит, что, типа, ну, все понимают, зачем. Полное высмеивание всех популярных комментариев хейтеров как раз. Да. Вот. Поэтому тут такая штука, что сначала я применяю какой-то мастеринг на всю свою битбокс-дорожку, вот, а потом уже слушаю такой, ага, вот здесь вот реально лучше больше высоких частот добавить, и мозгом это добавляю. Слушай, а у тебя нету желания постоянно добавить, ну, в смысле, наслоить еще? Ну, то есть, я не знаю, как... Конечно, есть. Вот, И то, что я с этим борюсь... Ты как музыкальный... Ну, то есть, ты сейчас мыслишь как музыкальный продюсер, абсолютно. Ну, то есть, я не знаю, я общаюсь много с музыкальными продюсерами разными. От него приятно слышать. Да. Ну, от вас тоже, что как мудак сказал. Короче говоря, смотри, ты мыслишь как музыкальный продюсер, и мне кажется, просто когда я надеваю на себя шляпу музыкального продюсера, мне сразу охота хоры, оркестры, там, чтобы были огромные барабаны, вот, и вот это все охота наслоить, то есть чтобы это все было еще мощнее, потому что, ну, у тебя, очевидно, есть песня, которая каким-то образом играет, для того, чтобы она работала как нужно, как правило, нужно, чтобы была более разряженная часть, которая обычно является куплетом, и более насыщенная часть, где есть какой-то билдап, и где есть вот ощущение того, что что-то случилось. В основном так все песни и построены. И чтобы это ощущение усилить, как будто бы нужно добавить еще слоев, еще голосов, наслоить хор. То есть, я не знаю, как ты себя видишь, но мне кажется, будет очень естественно тебе через 10 лет на юбилее каком-нибудь там, значит, это самое, значит, ты выступаешь с оркестром и хором. Ну, типа, у тебя стоит позади хор, и поет. И вот, то есть, как бы основную играешь ты, но как бы флейту основную играешь ты, но есть еще кто-то. Вот какой-то есть еще вот этот вот. И вот его как будто бы, то есть, ну, если мы думаем о том, вот куда еще расти, вот, ну, о чем, что ты по этому поводу думаешь и куда вот думаешь расти? Ну, по поводу хора и оркестра звучит как либо завершение карьеры, либо трибьют-концерт. Я же не об этом. Не, ну, для меня вот сейчас главный ориентир и по звуку, и по продакшну, по всему на свете, это Антон Беляев, The Lab. И вот если ты смотрел последний сезон, 4-й, там есть и барабаны, и хор, оркестр. И вот они как там переделывают разные песни. Это все звучит, ну, в смысле, ты слушаешь... Ну, я не знаю, как лично мне, наверное, я просто в его музыку очень влюблен. Мне кажется, его музыка классная, и мне кажется, его вот этот вот... Как он это делает, это не звучит нафталиново, это не звучит... То есть, ну, бывает, что люди используют оркестры и хоры, и это все не туда. А вот, мне кажется, и тебе это может очень быть к лицу. И как будто вот какой-то вот такой должен быть путь, но я же себе фантазирую. Что ты-то себе фантазируешь, как ты это видишь? Что ты думаешь? Всегда это желание есть. И я его очень часто подмечал в ребятах, которые мне нравятся как музыканты. Я наблюдаю за ними, и всегда у них происходил либо спад, либо что, когда они начинали сильно расслаиваться уже. Из-за расслоения они получали расстроение. Вот. Но благо не желудка хотя бы. Это не так неприятно. Вот, и поэтому я себе сильно это запретил. Просто очень много я наблюдал со стороны за другими, и многие учатся на своих ошибках. Я вот довольно часто учусь на чужих ошибках. Вот. Возможно, потому что меня очень сильно впечатлила эта фраза в детстве. Знаешь, когда что-то в детстве тебя сильно впечатляет, потом ты в детстве... Ой, потом ты уже в следующей жизни... Я поплыл! Следующий, да, нормально. Ну да, в последующей жизни уже ты это лучше применяешь. Вот фраза «учиться на своих ошибках», я такой, зачем? Вот, как-то подумал еще в 6-летке. И поэтому очень много наблюдаю. И еще в интервью был DubFX, я думаю, ты помнишь такого битбоксера. Его спрашивали, почему там на Ableton не перейдешь? Там же вот просто Ableton Live, там столько возможностей. Он говорит, так если у меня будет столько возможностей, я просто в этом дремучем лесу заблужусь, никогда больше следующего трека вы не увидите от меня. Я никогда его не закончу. Вот. А когда я ограничен вот этим, типа, своими, да, звучками и несколькими педальками, вот, вы получаете музыку, которую хотите, и у меня получается турить. И это он интервью 11 или 10 года, что-то такое. Может, я вообще старое интервью 9 года отрыл просто в 11 году, посмотрел, когда интернет стал побыстрее. Вот. Поэтому есть такие у меня вещи, которые я запрещаю себе делать, и
поэтому... Блин, ну получается. это как-то обидно звучит. Ну, в смысле, ну это прям как-то немножко грустненько. Ты такой думаешь, блин, А знаешь, как... я себе запрещаю творить. Ты сейчас мне вот пытаешься Да. сказать. Ну, это Вот. как- Я буду творить, когда уже все сделаю, мне все надоест, уйду на пенсию. Вот. Это на самом деле... Блин, я уже долго же пытаюсь, да, то есть у меня получилось вот только в начале года, наконец-то, и то у меня получилось, скажем, вот так вот Ну да. стрельнуть, потому что я такой, так, ладно, я просто сделаю как надо, как я знаю, вот, то есть не было такого, что я романтизировал что-то. Как будто бы у меня была такая установка, что ладно, пока мне там не 30, я буду еще романтизировать, да, и пытаться, получится, не получится, а когда наступит 30, я просто сделаю как надо, по своей внутренней брошюрке, не по какой-то отдельной брошюрке, вот, и у меня есть установка такая, что я буду делать, ну, какой-то искать всегда золотую середину между тем, что меня еще более-менее устраивает, да, чтобы я совсем в депрессию не уходил, и что-то, что большинству будет окей. Вот, потому что в музыке нету правил, но если хоть какую-то базу ты все-таки применяешь, уже проще двигаться. Ну, конечно. Вот. А совсем в экспериментал уходить, я думаю, это надо ближе, ну, не к старости, но когда уже ты ничего не хочешь как-то добиваться. Вот. А не думаю, что это будет просто новый виток, новый этап, новый... Какой-то разрешить себе все? Типа того. Ну да, так и есть. Вот. Пока на этом этапе мне хорошо живется, и в целом, пока вот это есть, знаешь, между... Блин, недавно видел цитату Фаррелли Уильямса, Форель, который в море плавает. Обожаю его имя просто, Форель. Ну как? Это ж рыба, человек-рыба. Вот. Он крутой, невероятно. Да, и сложно сейчас вспомнить конкретно, что он сказал, но смысл такой, что делать творчество без бизнеса — это такой альтруизм, от которого ты станешь несчастным. А делать только бизнес без творчества — это, ну, тоже путь никуда. Вот, как-то так. Поэтому я сейчас стараюсь все-таки балансировать. Если мой творческий человек куда-то заносит, я такой... Не буду по столу стучать, потому что микрофон у тебя конденсаторный. Конденсаторный же? Конденсаторный. Все. Всё Вот. так. Ну, вот такая у меня позиция. То есть ты хочешь... Блин, прикольно. Просто смотри, значит, в моем опыте, как было, когда я разговаривал с людьми, которые говорили мне, типа, Санек, нужно делать то, что нужно рынку, вот, я буду делать то, что хавают, обычно получается такое говнище. Ты общаешься с людьми, думаешь, да ты же вообще не понимаешь, что нужно людям. Ты пытаешься сделать очень поп-песню из 2009 года. Ты вообще слушаешь современный чарты? Ты послушал там последний альбом Билли Айлиш? Как он звучит? Блин, Хотя бы. вообще есть пару песен, которые... Я еще, когда он вышел, я Владу сказал, вот это просто песня топ, она сейчас вторая в мире, да? Ну, есть много у меня недель вот уже это я подряд. Которая The Greatest? Birds Нет, of a Feather. да, Ага. про перышки что-то. Я просто, да, я Что-то про перышки. ну, я не знаю, все звукорежиссеры делятся на, значит, людей постарше, у которых уже есть, как это сказать, толстокожесть, которые говорят, это ваша Билли Айлиш. Вот, и есть Да. все остальные нормальные звукорежиссеры, которые говорят, типа, ну, это прям, конечно, вещь. Ну да. Вот, и я отношусь к вторым, и я считаю, что, ну, вот, по крайней мере, последний альбом, ну, очень хороший. Со звукорежиссером в Москве однажды произошел разговор такой, когда я немного так, ну, не усомнился в его компетентности, но ты понял, такой немного слом произошел. Он еще молодой был, то есть нет такого, что он был какой-то там из старой школы и так далее. Чувак классный, и в Америке отучился даже. Вот, надеюсь, не посмотрит. Вот. В общем, это был... Ну, конец 19 года, вышел как раз у нее альбом Happier Than Ever у Билли Айлиш, и там одноименный вот сингл Happier Than Ever был трек, который, насколько я знаю, здесь я могу ошибаться, то, что первая часть записана на iPhone, просто одновременно и укулеле, и голос. То есть просто на iPhone записано. А вторая часть, там начинается уже подключаться не укулеле, а электрогитара. И это, кстати, песня, которая переплюнула ее Bad Guy по хитовости. То есть ее там очень сильно вообще завирусилась она у нее. И в моменте
в дропе, да, ну, в припеве во второй части, вступают барабаны, они настолько перегружены, пересатурированы, что просто как будто их записали в прошлом веке, позапрошлом веке. Да, Вот, как будто поезд проехал в красное просто. прям все. Вот Да, максимально, прям и всё. это, и я, знаешь, что забавно, что я вообще отключил мозг, и как будто бы я музыку 10 лет не слушал, и опять почувствовал вот это наслаждение, когда вот что-то вот такое... И ты просто вот слушаешь музыку. Да, Когда да. Не думаешь, Прекратился весь это анализ, сделано, ты не думаешь об этом. эстетика просто, вот эстетика прослушивания музыки. И у меня на тот момент было немного замылено ухо, я не особо любил уже музыку слушать, сложно было, то есть я слушал только, чтобы заставляя себя. Ага. А тут я прям растворился и прям очень много раз Блин, слушал эту песню. And I don't talk shit about you on the internet. Never told anyone. И я ему говорю, он говорит, давай включим, я ему включаю, он слушает, он говорит, ну я по-другому, конечно. Я понял, Дин, но я по-другому сделал. И такой, куда? Зачем? круто. Что за категория Вообще размышления кайф. вот такая? Нет, я также люблю снобствовать, на самом деле. Иногда слушаешь какую-нибудь великую музыку, которая получила Грэмми, Мгм. думаешь, ну, конечно. О, вот. Но нет, но я все равно пытаюсь ловить моменты, когда мне клево от музыки. Последний раз это было вот сейчас Линкин Парк обновили состав, презентовали новую вокалистку. Я в Линкин Парк был влюблен подростком, и потом у них были вот эти вот альбомы, которые все Ну да. считают не очень. Я из них же, я такой, типа, да мне не очень интересно. Потом умер Честер, и я такой думаю, да я не буду, значит, слушать. Ну, Мгм. как-то это все. И вот я узнал, что у них там, типа, реюнион, туда-сюда, они нашли новую женщину. Я такой, нет, я не хочу, я не буду слушать. Новую женщину. Новую женщину. Да, вокал. Я такой думаю, я не буду слушать, я не хочу. Типа, Мгм. вот. И у меня здесь был Диман, друг мой. И он говорит, типа, давай, я тебе включу. Я говорю, да я не хочу слушать. Он говорит, нет, я Мгм. включу, я не буду. Он прям Мгм. берет, включает, говорит, смотри. Я такой, ну ладно. Я такой посмотрел, думаю, о, и я вот прям здесь стоял такой, опа, блин, работает. Я уже потом дома переслушал ее, и правда не хочется думать о том, как музыка сделана, как она Мгм. там сведена, как там были отписаны барабаны, потому что, ну, конечно, когда ты работаешь много с музыкой, анализом так или иначе занимаешься много, и это убирает немножко удовольствия. Бывает Мгм. такое, что ты думаешь, ого, как интересно сделано, и анализ добавляет удовольствие от прослушивания музыки, особенно если это какой-нибудь джаз или какая-нибудь там, ну, какая-то сложная музыка. Мгм. Но все-таки хотелось бы попасть вот снова в свои 15 лет, когда тебе было плевать на то, как оно Мгм. звучит, сведено, записано, тебе просто круто. И ты просто такой, да! И вот у меня какое-то было похожее ощущение, это прямо случилось типа дня 4 назад. Я просто давненько его не испытывал, и такой, «О, вау, круто. Знаешь, какой последний трек у меня, который вернул меня в это состояние? Тоже что-то дня 4 назад было, в такси ехал, и по радио заиграл Фил Коллинз «Another Day in Мгм. Paradise», который Мгм. вот от начала пам-пам-пам-пам, та-да-тан-тан. Такой, фу, какой кайф. Поэтому Коллинз крутой. редко, да, такое можно состояние поймать, но как хорошо, что получается. Да. До сих пор. Блин, а ты... Давай так. Чувствуешь, есть ли на тебе этот груз ответственности? Ощущаешь ли ты это, что для кого-то ты будешь Филом Коллинзом через 15 лет, Линкин Парком через 15 лет и так далее? Типа вот ты будешь тем чуваком для 15-летних подростков сейчас, которые вот будут вспоминать потом вот такие, типа, о, вот это была музыка, которую я не думал, мне было просто круто. И навешивает ли на тебя это какой-то вот... Если, ну, точнее, вот как-то сказывается ли это на тебе? Нет, а знаешь, что меня еще забавляло? То, что очень много я вот смотрю интервью разные там, чтобы в теме быть вот эту шоу-биза и русского, и зарубежного. И постоянно поражался, как вот в России, да, берут интервью какого-нибудь наглого рэпера, да, и он такой говорит, пускай они смотрят тогда, а чё? Вот, и правильно, то есть как вообще ничего не противопоставить этой фразе. Вот, если там, а вы не переживаете, что вот там, вы матом много ругаете, вот дети смотрят, ну, пускай они смотрят, и думаешь, ну да, правда, пускай они смотрят в таком случае. Много же было всякой жести, когда мы, да, были помельче. Вот. Да вообще. Но, с другой стороны, у меня такое самоцензурирование есть, то есть я вообще Есть, да? не переживаю, да. Ну, то есть оно органично, то есть мне нету желания ипотировать на черном в инфополе вообще, и мне легко, то есть я никакого груза ответственности нету, я знаю, что я более-менее пример, вот, для подражания, если будут подражать, вот, в таком случае. Я
не транслирую ничего плохого, никакого саморазрушения, наоборот, адекватность, трезвость мысли транслирую. Вот. Видишь, даже насчет творчества я говорю, ну, надо все-таки баланс держать. Вот иначе и там можно с ума сойти. Ну, или устать сильно морально от этого с ума сойти. А можно еще съесть какой-нибудь завтрак с сальмонеллой и тоже с ума сойти. Блин, нет, я скорее, знаешь, о чем? Я скорее о том, что чувствуешь ли ты медные трубы? Воздействуют ли тебя? Я просто вот тебя прям видал сторис ты выложил, не Advance 3, где ребята на финале танцевали какой-то там вот World, что-то там, Dance Music, они танцевали под тебя. Ну, в такие моменты, я не знаю, как, я ничего подобного не испытывал в жизни, даже близкого. Мне сложно себе представить какие-то испытываешь эмоции, вот, и есть ли вот это вот ощущение проверки медными трубами? Что значит проверка медными типа трубами? вот... Я много раз слышал Начинает освистывать... Давай так, как было у меня? Значит, у меня появился YouTube-канал, он в какой-то момент стрельнул, и мне потом говорили... Я один из первых подписчиков. Спасибо тебе огромное. Ты, получается, олд, мой настоящий. Да. Получается так, что вот когда вот у меня получился невероятный рост, и мне было обращено внимание огромного количества народу, месяца два, потом мне уже сказали, я этого не заметил сам лично, но мне говорили мои близкие, говорят, ну, ты чуть-чуть, у тебя это, слегка ресвистнул чайничек, ты немножко стал себя вести высокомерненько. Не то, что прям высокомерно, высокомерненько. Ты немножко думал о себе больше, чем, ну, обычно. Ты вот как-то ставил себя и вот свои какие-то идеи на пьедестал обычно выше. Ты меньше сомневался в себе, в хорошем смысле этого слова. Вот, говорит, вот это все было вокруг тебя, ну, типа, 2 месяца и сошло. Я думаю, блин, я получил локальную известность среди нудных звукорежиссеров, которых там посмотрела там какой-то там видос про поролон. Это очень маленький объем внимания. И на мне это, ну, мне уже было 30 лет. Ну, то есть я не то чтобы там, если мне было 17, все ясно. Но я уже был, ну, там, 29 там мне было. Ну, в любом случае, это, ну, то есть я уже был это... Когда вот такое внимание, когда вот, ну, ты просто вот в тот раз рассказывал, что там тебе пишут ребята с группы Корн, что там, типа, они там тебя смотрят, зовут тебя Ксен, это самое... Ну, то есть... Ну, и еще, я не знаю, если тебе будет рассказать желание, расскажешь, откуда тебе там еще тебе прилетали какие разные приветы и респекты, вот это же не может не сказываться. Вот я вот про это скорее. Есть ли вот это ощущение того, что какой-то вот... Что-то в тебе меняется. Когда я начинал битбоксом заниматься, было, да, мы обсуждали в основном то, что было две главных фигуры, которые сделали битбокс популярным в мире. Вот, ты говорил там примерно до 5. Это в целом DubFX, Митя Мастамайк из Казани, я думал, что он американец, Вахтанг, Каландадзе, Бёдимен из Англии. Вот. И вот оставим мизинец кому-нибудь еще. Вот, да, кто не залетел. Эклипс, конечно же, Эклипс, обожаю, из Франции, чувак. Вот. И двое из них, Митя и Вахтанг, стали для меня такими старшими братьями, которые почему-то отвечали вообще мне на сообщения, вот почему-то познакомились со мной. Ну, то есть не самолично, как просто нас жизнь столкнула. Мы заобщались. Мне тогда было 16-17 лет. И в целом общение с ними мне давало одним глазком вот это закулисье видеть. То, что Митю там Limp Bizkit выкладывали на Фейсбуке у себя. Тогда Limp Bizkit еще сильно популярны. Сейчас у них второе дыхание, не знаю, 44-е дыхание у них, ладно, скажем, но они прям вообще, слушай, это респект, как они вообще умеют стареть, вот это просто вот... Хотелось бы уметь. Казалось бы, это на поверхности, но никто не делал. А вот они сделали. Вот я такое всегда очень сильно люблю, когда люди находят что-то, вот, что лежало на поверхности, но при этом никто не видел. Вот это прям шикарно. Респект большой. Вот, соответственно, у Вахтанга там награждали премии в Нью-Йорке его. Там вообще с ума сойти можно. Тебя в Нью-Йорк везут, оплачивают тебе все, вручают премию Big Apple. Вот. Типа то, что вот ты достиг всего в жизни как будто бы. Вот. И я это видел все, и они были рядом, и, наверное, как-то, когда у меня начало происходить что-то похожее, я такой, ну вот, это то же самое. Вот, чем мне меняться, зачем, типа, для чего? Такой же этап? Ну, как будто бы... Знаешь, как было? Я же вот написал себе план, контент-план, да, и тут у меня как будто бы я думал, что к 15-му пункту будет примерно вот так вот. Оно оказалось, что к 4-му пункту оно случилось. И я знал, что кто-то там репостнет, суперизвестный чувак какой-нибудь, да. Оказалось, не репост, а на меня пародию снял Шакил Анил.
Вот, Да. самое первое было. Ты не знал? Нет. Это самое первое, что произошло из такого, из интересного. Нифига Ну, было, что я выложил видео в одну социальную сеть, всемирно известную. Вот. И видео обычно у меня там набирали уже, ну сколько, ну по 50, по 200, 300 тысяч, да, там было пару видео с миллионом, вот, то есть для меня тоже большое достижение было, я уже такой, типа, ага, я примерно понимаю вообще, как работает. Тут я выкладываю видео, оно набирает 2 миллиона за сутки. Вот. Хрена себе. Я помню даже, мы что-то... Это которая из них? I don't wanna А, мгм. know. И я помню, даже я собирался, вызывал такси, и с Владом переписывался в этот момент, я обновляю, там плюс 10 тысяч просмотров. Обновляю, плюс 10 тысяч просмотров. Вот так, плюс 1000 лайков, плюс 1000 лайков. Вот так. Просто обновляешь, понимаешь, типа 5 секунд, еще раз, и плюс 10 тысяч просмотров. Я думаю, ну, сейчас я, интересно, доеду до тебя, сколько будет уже. Я прям помню этот день, кстати, да. На следующий... Нет, через 2 дня я просыпаюсь. Или через день, прям, да, буквально через день я просыпаюсь. Мы еще договорились рано проснуться, чтобы поехать в бассейн, в термы. У нас в Самаре вот есть термы, я обожаю это дело. Вот. И я проснулся, чтобы разбудить, позвонить ему. Вот. И чтобы, говорю, все, я сейчас вызываю такси на 2 адреса, грубо говоря. В момент, когда я просыпаюсь, я думаю, посмотрю, что у меня там все происходит вообще. Прекратился ли рост? Вот. И там есть... это нужно, да, теперь плашку придется вставлять. Просто запикать горами. Или за грамме. Да. И там есть вот эта кнопка вот оповещение от подтвержденных пользователей, от пользователей с галочкой. Я захожу, и там просто вот так листаю, потому что уже много подтвержденных пользователей. Потому что галочку можно купить сейчас. Это дичь вообще. Просто ненавижу. Только получил галочку, ее можно купить, блин. Но я официально получил, я не покупал ничего. Листаю, и там... Ну, то есть... Я знаю этот никнейм. Я очень много раз был у него на странице. Просто 4 буквы. Шаг. Я такой, а что шаг? Типа, что, он лайкнул? Или что? Просто с просонья смотрю, что там такое. Записал видео с использованием вашей аудиодорожки. Я такой, чего? Открываю, он такой... А там Шакил пародирует меня. И там снизу написано «Тарас Станин, аудиодорожка». Ну, короче... Вот, офигеть. прикольно, да. И в этот момент вроде это аудио, да, с моим битбоксом залетело в мировые тренды, и под него стало очень модно записывать видео. Ну и дальше, конечно, много-много всего происходило с этим аудио и в других социальных сетях. Вот, и уже просто без меня. И много воровали у меня, там заливали на площадке, чтобы зарабатывать на этом. Вот, Влад молодец. Хорошо связывался с Южной Африкой, с Бразилией, с кем-то еще связывался. Я вот просто Просто писал на самые неизвестные лейблы, которые это публиковали. Моя реакция еще на Шакила Унила, как меня, как фаната НБА очень большого, я не знаю, сколько я дней подряд еще сидел и улыбался, просто как будто это со мной произошло, и вообще не понимал, что происходит. Да, Влад мне еще и видео помогал это с битбоксом записывать. Вот, поэтому, конечно, это общее дело, которое вот так вот сильно залетело, и плюс он баскетбол сильно любит. Я Шакила Онила, конечно, знаешь, что он баскетболист, но вот еще большая медийная персона. Он больше, Короче, чем баскетболист, да. Что мы сделали? Мы просто так же поехали в термо, поехали в бассейн, чуть пообсуждали это, вот, поугорали, потрещали над этим. Но не было того, что... Вот, я говорю, я прям ехал и осознавал, что очень жалко, что мне вот сейчас, допустим, не 17 даже, а может хорошо. Потому что у меня вот здесь ничего не ёкнуло абсолютно. Потом дальше там другие звезды, да, что-то писали. Мне недавно Тедди Суимс написал. У кого 9-я песня в мире весь этот год держится. Вот. И много, что-то еще кто-то. Написал, я назло прямо сейчас от нервов забыл его имя, Марио Бионди вроде. Это итальянец, джаз поет он, но такой, прям есть у него трек, потом включу обязательно. Голос шикарный, мне показали в 2017 году его, я слушал, всем друзьям показывал. Тебе тоже показывал, ты не помнишь просто. Ну, конечно. Вот, и он подписывается на меня. Я такой, а у него там мало подписчиков, ну, то есть в 10 раз меньше, чем у меня, но он культовый чувак для меня. И когда подписывается кто-то, кого ты слушаешь вообще из мира, вот так вот резко. Очень круто. Вот. Но там, да, сейчас уже не перечислить всех таких крупников, кто как-то связывали, кто-то комментарий писал. Не назвал самого главного человека. Кого? Который оригинально исполнял Чипи-Чипи Чапа-Чапа. О, кстати, знаешь, да? Нет, да, это я знаю. Вот, мне вот эта девчонка написала комментарий. Да, я даже не знал, никто не отправлял, я ее не отмечал ничего. Вот, она с Уругвая вроде вообще, да? С Южной Америки точно. Да, вот, короче, да, написал комментарий, типа, очень круто, бла-бла. Фантастика. Я это увидел вообще спустя 2 недели, как мне скинули даже вроде, что-то такое. Слушай, а сколько сейчас самый просматриваемый ролик, где он находится? Не в ТикТоке ли? Вот мне просто казалось, что у тебя в ТикТоке много. Или
В них нельзя как грамме. Да, да, там, если брать то, что запущено только на моей странице, да, конкретно моей странице, это вот где как раз Шакил О'Нил на что пародию Мгм. сделал, там сейчас 26 с чем-то миллионов, Мгм. вот, только у меня на странице. У Шакила 22 вроде миллиона, да, вот, на этом видео. Причем у Шакила не набирают столько видео. То есть вот со мной столько видео набрало. У него есть какое-то видео, которое там 30 миллионов, 20 миллионов, и вот где-то на 3-4 месте по просматриваемости в его инстаграме это видео пародия на меня. То есть это даже у него завирусилось. Тарас Это- прокачал инстаграм Шакила О'Нила. Ну, нет, Неплохо. конечно. Это просто, это звучит смешно. Вот, он сказал это ради прикола. Да. Кто такой Шак, кто такой я. Даже просто поставьте нас рядом. Меня не будет заметно. Вот. Это как Влад, а это муха размер будет. Вот, Шутим, он 190 ростом, ребята. Налетайте. на каблуках. Да. Ну, минус есть на каблуках ходит человек. Для кого-то это плюс. Да, в ТикТоке тоже есть там по 20 миллионов просмотров. Есть видео, которое залил не я, там, да, тоже по 20-чку, по десятки миллионов, да, есть просмотры. Реакции на Тарас в инстаграме также собирают 20-30 миллионов. Да, да, вот. Ну, просто я смотрел, ну, так как я, ну, если честно, не пользуюсь. То есть, когда вот ушли все из России, я как-то стал меньше сидеть в ТикТоке, в Инстаграме стал сидеть гораздо Сложно, реже. потому что, Ну, конечно. как-то я, да, это никогда особо моим не было. Я вообще абсолютно YouTube-гай. Вот я Мгм. в нем и делаю, и смотрю. Но на YouTube у тебя гораздо все скромнее. Хотя, мне кажется, в шорцах там что-то прям нормально, да? В шорцах нормально, особенно у тех, кто меня перезаливает. Почему-то у меня не заходит, а вот у ребят, которые перезаливают меня, у них прям хорошие такие десятки миллионов просмотров есть. У некоторых, конечно, там нету 100 видео, у которых будет больше 10 миллионов, но видео 20, может быть, я не знаю, где больше 10 миллионов есть в шорцах. Мгм. Вот. А те, которые реакции, я думаю, максимальная реакция — это 1800, да, такое long-term видео Мгм, с объяснением как раз вот немец, про которого ты говорил. мгм. Чизеем, hello. Хороший парень. Вот. И, собственно, на Ютубе-то просмотры более ценны. Потому что, ну... Они гораздо... Ну, и, в общем, я общался с одной ТикТок-дивой. мгм. Вот, как-то мы с ней так это разговаривали, но не знаю, насколько мне сложно судить, она говорит, типа, ну, в начале один просмотр в ТикТоке, точнее не так, один просмотр в Ютубе, это был релевантен 10 просмотров в ТикТоке, сейчас примерно 1 к 100. То есть, если у Мгм. тебя на видосе 100 миллионов, в Ютубе у тебя был бы миллион. Это вот Мгм. примерно известность или там вот как вот медийный вес равен этому. Мгм. Я думаю, ничего себе. Ну, у меня общее Какая разница? количество вот сейчас вот за несколько видео, которые я вот эти выложил, из популярных там больше 30 миллионов. Вот. Если на какое-то самое просматривание, 300, наверное, да? 300, да. Длинное видео, которое Мгм. ну, вот на красном фоне, оно сейчас продолжает набирать хорошо. Супер. Но я только начал, чего вы хотите? Да, вот еще Вот. Плюс за него... года нет, да? А? Еще же говорю, года нет. Нету, да, года еще. Мгм. И говорю, я просто плавно двигаюсь по плану, то есть А даже... нет желания, пока вот есть волна, Мгм. начать хреначить по ролику в неделю. А лучше А3 в неделю. Прям вот пам-пам-пам-пам. Ну и сразу волна это кончится. Это тоже ошибка, которую я со стороны пронаблюдал в течение большого количества лет. Ни разу вот эта плохая мысль у авторов не подвела меня как зрителя, то есть всегда был спад. Вот, сильный. Ребята хайпели, да, и думают, что на этой волне. Нужно строить медленно, но прочно. Вот, на Ютубе. Поэтому у меня получается, то есть ни разу пока меня план не подвел еще. Есть, конечно, какие-то заходы, кажется, сейчас в сравнении неудачные, но это все равно перевыполнение моего плана жестко. То, чего я ожидал по пунктам. Да, я сейчас на 7-м пункте где-то нахожусь по своему плану. А Там, конечно, можешь было маленько намного скромнее. Пролить свет на то, что это за... Есть, Как они- знаешь, когда ты выкладываешь, начинаешь YouTube-канал, допустим, Это мне и ты... знакомо. Да, поэтому как раз аналогию провожу. И ожидаешь, думаешь, ну, это первое видео, 100 просмотров, это вообще бомба. Да. Класс. 100 Да. просмотров, это, ну, офигенно, это класс. И ты либо не получаешь 100 просмотров, либо получаешь. Вот. И в одном случае ты чуть-чуть расстраиваешься, но понимаешь, что нужно работать дальше. Какие-то, да, подчеркиваешь моменты для себя. А в другом случае такой, нифига себе. И чуть-чуть уже думаешь, ага, а что делать, и тебя... это- Блин, ты сейчас говоришь очень разумные вещи, очень редкие, которые посещают других. Не знаю, почему-то время от времени ко мне обращаются люди, потому что они думают, что я разбираюсь в Ютубе. Мгм. Это немножко не так, извините. В общем, но есть какие-то вещи, которые я, наверное, не понимаю, как работают, и мне было всегда очевидно, что YouTube — это марафон. Чтобы набрать какой-то медийный вес,
Первый ролик ничего не стоит. 10-й уже, ну, вот там типа 50-й уже, да, более-менее. У тебя уже есть какой-то... и тебе нужно думать о том, как ты будешь вот развиваться и расти. Искать свой вот этот вот стиль, искать интерес, чтобы тебя не хотелось проматывать или выключить. То есть у тебя, чтобы у тебя было высокое удержание. Но почему-то людям это очень неясно. То есть они всегда ждут, что они сейчас выкладывают первое видео, что-то обновлять. Сколько просмотров? Кидают его всем людям, всем друзьям, во все паблики его пытаются Самая большая Зачем-то. ошибка вообще. И вот так, как ты говоришь, подходит очень мало народу, что осознают и понимают, что есть план, что с первого видео ничего не будет, с пятого ничего не будет. Нужно, это путь, он длинный и сложный, и не дешевый. И не только про деньги разговор. В принципе, морально, физически ты выкладываешься довольно сильно. Насчет денег тоже интересно, потому что сейчас приходят мне всякие бренд-дилы, да, там с рекламой приходят. Я это все сливаю, потому что всех денег не заработаешь все равно, мне хватает, Но чтобы что-то можно покупать. Опробовать. Лучше продолжать делать план, вот, потому что какой-нибудь даже 15-секундный джингл, да, в начале этого года, когда у меня только все поперло, мне просили сделать 15 секунд битбокса за $1000 вроде, вот, и классные деньги за 15 секунд, казалось бы. Но там есть же все равно какая-то стилистика, да, как это нужно придумать. Ты тратишь на это день, два, три, четыре, все-таки это затянулось где-то на неделю даже больше, и плюс потом я перезаписывал, другой вариант сделал. Вот. Понятно, что за такие деньги можно это сделать. Но, однако, я это время мог потратить на выполнение следующего пункта в своем плане, а это было как раз видео с красным фоном, которое мне принесло намного больше, чем вот эти $1000. Вот. И поэтому у меня вот такая позиция, что всех не нужно гнаться вот за деньгами. Если у тебя есть план, то лучше действовать по плану. Если плана нет, то, конечно, да, собирай все шмотки и беги в санаторий. Тех, у кого нет плана, ну, у них может быть успех и на один разок, и они или находят план какой-то, или они пропадают. Да. Просто хотел именно 5 копеек такие вставить. Возможно, они будут немного не подходить к тому, что Тарас сказал, но вот люблю эту очень цитату из фильма «Социальная сеть», где, как ни странно, именно Джастин Тимберлейк, такая вот ролевая модель для Тараса, одна из, наверное. В плане шоу-биза, да, действий. Вот, он говорит во время спора только возрастающего еще Фейсбука, только создавшегося, который очень большую перспективу имеет, у них был спор про то, нужно ли добавлять рекламу в Facebook, и там большой спор, и именно Тимберлейк говорит, что пока из вас никто не прав, ну, знаете, что лучше $1 миллион, $1 миллиард. Поэтому я думаю, это просто к тому, что Тарас еще к этому идет, и это еще только впереди, поэтому сейчас это... Блин, ну здесь, конечно, чуйка такая, то есть здесь же с одной стороны есть, не знаю... Знаешь, что лучше штуки баксов? 10 штук баксов. Хорош. Не, я просто к тому, что, типа, действительно ли, вот не потерять бы вот момент того роста тренда. То есть, что действительно... Да это не тренд, понимаешь? Я начал это делать, когда битбокс начал жестко загибаться в мире. То есть, когда это стало, ну, вообще стрёмно. То есть, ни у кого просмотров не было в битбоксе. То есть, были там, ну, как бы, ютубовские звезды, я тебе даже показывал одного. Да. Вот. Были ребята, и то есть у них шли просмотры, у них начало все гаснуть, да, и не было такого, что нужен какой-то вот новая должна какая-то зажечь спичка, да, которая зажжет всю индустрию. Нет, как я зажегся, никто дальше не зажегся. Все остальные также продолжили падать. Ну, кстати, да. У тебя уже, получается, тренд идет больше полугода, и потенциально еще есть кто-то, кто близок, кто недавно появился, или хорошо, кто появился давно, но просто вот он сейчас у него есть какой-то... Ну, опять же, вот все мои друзья. Вот. Поэтому, потому что, опять же, они примерно то же самое начали делать, но они и понимают в целом, потому что не знакомы со мной, не знают, постоянно слушают мои рассуждения вслух. И иногда даже, когда у меня возникает какая-то смелая мысль довольно, я им в голосовухе все равно это высказываю, поэтому они в целом знают мою философию, мою идеологию. Вот. И битбокс — это антитренд. То есть заниматься битбоксом для меня всегда было... То есть при знакомстве с человеком я никогда не говорил ни в один из годов, что я битбоксер, потому что мне стрёмно. До сих пор? До сих пор. Потому что, ну, какой у битбокса, как это называется, не престиж, а какое у битбокса вот представление у людей, да? Битбоксер, ну, безработный. Что еще сказать? Ну да. Битбокс — это... Ну да, тебя стесняется младший брат. Вот такое вот есть ощущение. Наверное, да. То есть, ну,
битбокс — это кринж в 99%. То есть Да. я говорю, я как и был таким неким хейтером битбокса, я таким и остаюсь, лишь потому что остальные битбоксеры делают плохо. Вот. Да, То есть много плохих, правда. единицы в мире делают Мгм. битбокс хорошо. Вот. Но при этом для битбоксеров, для самих, да, взять другого битбоксера, какой-нибудь сейчас вытащить из любой страны, вот, а то конкретно подумают, вытащить сюда, и он назовет 1000 классных битбоксеров, которые ему нравятся. Для него они будут гении. Вот. Для меня, пару людей в мире будет. Ладно, 5. Вот. И для меня один из лучших битбоксеров будет Майкл Джексон, допустим. Мгм. Вот. Потому что, но он чувствует, он понимает, что где как надо делать. Пример для меня всегда одно его интервью, кажется, 93-го года, рябящая запись кассетная абсолютно. То есть вообще непонятно, для чего это интервью снимали, потому что не было вообще как будто видеосъемки, но при этом как будто видеосъемка была. Для газеты, может быть, было, и там кто-то поставил все-таки VHS-ку свою домашнюю. И он рассказывает то, что вот, говорит, Билли Джин, я вот шел там по улице, у меня был кассетный рекордер всегда с собой, кассетный диктофон, и я записывал идеи. И просто битбоксит Билли Джин, так как оно звучит почти в оригинале. То есть там и горловой бас тот же самый он делал, да, и вот эти мелодии пропевал. Вот. И там, конечно, в интернете общедоступная запись просто демо-версии, где еще слова не были сочинены, да, для Билли Джин. Вот. Но он там показывал вообще саму идею. То есть он пробитбоксил ее, и он рассказал, что он вот делал битбокс на кассетный рекордер, потом приходил на студию с Квинси Джонсом, они это разбивали с музыкантами, думали, как что заменить. И иногда, в некоторых случаях, на треке Who Is It вроде, все-таки там битбокса очень много осталось от самого Майкла Джексона. Вот. Поэтому битбокс — супер классная вещь, если ее рассматривать со стороны музыки. То есть, Да. если мы возьмем Pink Floyd, у Pink Floyd в каком-то треке есть битбокс. У Майкла Джексона одна из самых крупных величин музыкальной истории. У него очень много битбокса. Он Билли Джин битбоксом написал. Что вам еще? У битбокса есть офигенное начало. Вот. Но Мы сейчас с тобой очень плохо конец. обсуждали этого самого Тимбаленда. Тимбаленда, да. Тимбаленд и весь продакшн 2000-х, это очень сильно основаны на нем. И есть, не знаю, насколько вам это интересно, короче, есть курс от Тимбаленда по написанию музыки. Я знаю, да, конечно. Ты его смотрел? Нет. Ну, в общем, короче, там есть прям курс по написанию музыки, вот он там рассказывает, как они там, типа, с ребятами пишут, занимаются продакшеном. Начинается с того, что он идет в тот зал к микрофону, и он там придумывает ритмическую часть при помощи битбокса, какие-то украшалки вокальные, потом какую-то там партию баса. То есть он это все делает голосом, потом этому он дает подбирать синт основного пэда, этому бас, этому клэпы, и вот они там все вместе сидят и штурмят. И получается в итоге какая-то музыка, очень тимбалановская, рабочая, но в смысле того, что вот так чувак пишет музыку до сих пор. Ему там Да. за 50 глубоко, а он до сих пор вот здесь. Ну вот они классную работу еще проделали в 2006 году над самым успешным до сих пор альбомом Тимберлейка. Да. Там есть трек Love Stone называется, и начало, просто звучит, конкретный чистый битбокс, и очень довольно долго, просто потом уже интро и вот часть, где куплетная и припевная, да, там уже происходит наслоение сильное, но начало, оно звучит идентично, как... Вот, если послушать, там, он так и звучит. Просто, конечно, от мастера. Мгм. Вот, там конкретно битбокс. Вам что еще нужно, битбоксеры, пожалуйста, очнитесь. Остановитесь! Опять-таки, вернемся к вопросу твоего музыкального продюсирования. И, может быть, у тебя есть какая-то амбиция быть музыкальным продюсером для кого-то? Какую-то музыку делать еще? Потому что, насколько я понимаю, музыкальных идей у тебя пруди. Больше, чем я могу сам реализовать насчет Как минимум. себя, да, но это отнимает очень много времени и еще, к Да. сожалению, нервов. Да, Поэтому, наверное, пока сильно нет. Есть у меня такая, какой-то, знаешь, музыка у меня хобби, если говорить про музыку, не битбокс. То есть Да. музыку в классическом понимании, когда есть... Не, вот смотри, значит, к тебе придет какой-нибудь классный артист, девчонка, или там, Мгм. не девчонка, неважно. И ты думаешь, я знаю, что можно сделать, как можно это все упаковать так, чтобы прям вот разорвало. Ты разве не сможешь отложить какие-то свою работу и полностью туда уйти, чтобы получилось невероятно? Нет. Амбиций таких нет, да? У меня есть желание, есть понимание очень часто, и я довольно часто кому-то говорю, что было бы классно сделать вот так вот тебе вот так вот нужно прям 100% хорошо было бы. Вот. Но, говорю, это... Если просто сказать какую-то идею, важна еще реализация этой идеи. То есть идей у людей, да, у творческих разнорабочих, их
очень много всегда. Ну, идея ничего не стоит без реализации, к Да, сожалению. и реализация, она должна сейчас, ну вот в моем понимании, да, там должно очень много факторов быть соблюдено для того, чтобы идея человеку в душу запала. То есть когда он уже зритель, да, конечный потребитель этого творческого арт-продукта, там очень много аспектов должно произойти. Вот. А еще, кстати, вспомнил, мы вот YouTube обсуждали, у тебя вот третье, да, вроде видео как раз-таки сильно начало набирать? Стрельнуло Да. 10-е. 10-е? Да. Вот, пожалуйста. Ну да, но нужно сказать, что у меня был план, опять-таки, если мы говорим про план, у меня был план. Я такой, типа, я во что бы то ни стало буду делать по ролику в неделю. Чего бы мне это не стоило, на протяжении года. Если- Один ролик в неделю — это уже смело. Если, ну, там, я там какие-то свои себе представил успехи, которые могли бы быть, и правда, я выложил первый видос, это было 300 просмотров, второй видос 700, третий там еще что-то, ну, вот так вот и было. Потом выходит 10-й видос про Орлан, он взлетает и тащит все остальные. У них там сейчас у всех 50 тысяч, 70 тысяч. Ну, то есть, ну, я прекрасно понимаю, что у меня очень узкая тема, в которой, понятное дело, что не может быть охвата широкого. И, конечно... Но для меня это был быстрый успех. То есть вот ты просто когда говорил о том, что типа ты уже все опережаешь, такой типа да, знакомо, прикольно, что это есть в этом какие-то параллели, которые можно провести. Хотя у нас, конечно, сильно разный уровень узнавания все-таки. Но я... Разная специфика, скорее. Да, потому да. что для твоей ниши, ну, тебя, мне кажется, каждый себя уважающий человек из этой индустрии, скорее всего, Спасибо знает. большое. Хочется в это верить. Хотя, получается, 2 года назад, да, это произошло? То есть я тебе даже помню... 2,5, да. Да, написал Да, специально да. то, что респект выразил. Вот. Мне казалось, что мы можем быть знакомы, и там я зашел к тебе на страницу, у нас было очень много общих друзей. Вот. А мы друг дружке в друзьях... Нет, да. не- Я даже думал, что, возможно, есть, Мгм. вот, но вот Потому не что, да, было, я потому добавился. что, я, наверное, скажу вам, мы, если что, ребята, оба из Самары, и я помню Тараса года с 11 или 13-го, вот у меня вот какое-то воспоминание, что это было, наверное, блин, а ты ни разу в стемах в Хайракосе не принимал участие? Нет, какое-то такое, если Ну, ощущение. мне, да, на студенческие движухи разные звали Вот выступить. какая-то студенческая движуха, мне кажется, вот зал у Аэрокос. Аэрокос — это наш институт аэрокосмический. Вот я почему-то вот там. Я учился сам в ГОСе, не у нас как будто, вот, мне кажется, вот там я тебя увидел. И вот какие-то были постоянно ощущения, что я тебя видел на сцене время от времени. И как раз тогда был хай-битбокс, я такой, типа, ну вот и у нас есть ребята, ясно. Понял. Вот, и вот с того времени, то есть как бы я тебе знал и помнил, и вот прошло, получается, 10 лет, бам, все окольцевалось. Сань, это было посвящение ГОСовское, в каком-то ГОСовском посвящении, Посвящение? по-моему, Ты у нас на посвете у нас? Или, Вполне возможно. или на Студвесне, или на посвете точно это было в ГОСе. То есть это был не Аэрокос, еще был до того, как их соединили, объединили. Да. И это был, наверное, год 13-й, 14-й, возможно. Потому что я-то тоже именно оттуда и помню, видел. Да. И, по-моему, это была Студвесна, потому что я видел сначала на чьем-то концерте, а потом я видел на Галке. По-моему, так это было. То есть это было весной 13-14 года. Прикольно. Вот так вот, Может да. быть, может быть. Да. Все равно 10 лет, Ну, всё как равно, ты и да. сказал. Ну да, ну типа вот с того времени, видишь, как какая разная судьба, но все в музыке. Удивительно. Если... Как там поговорка есть? Люблю очень, но если долго мучиться, что-нибудь получится. Я целом, так бил и в одну есть. точку, да. Да. И у меня была всегда уверенность, если сделать нормально. Во-первых, конкуренции нет в битбоксе. Ну, на Вот. таком уровне нету конкуренции, безусловно. Ну, потому что битбокс воспринимают как больше... Вот сейчас, да, по крайней мере, как, не знаю, какую-то соревновательную деятельность уже. То есть, когда это не модно. То есть, раньше это был просто хайп, да, в начале десятых, когда ты про битбокс узнал сильно. Потом это перешло почему-то в соревновательную деятельность, хотя... Кстати, я бы хотел спросить, почему? Потому что, если честно... Давай так, я не хочу сейчас никого обидеть, я говорю свои ощущения, которые вызываются лично у меня. У меня лично вот ощущения. Значит, вот эти все ролики, которые я смотрел, подросли, или они мне в рилсах, или я смотрел какие-то цельные видосы, выступления, там, финал, огромный зал народу, и люди по очереди очень быстро в микрофон делают, и весь зал неистовствует почему-то. Все такие «Уа!» Я думаю, да не уа. Ну, нет, Так и как бы есть, я да. понял. Ну, нет, бывает клево. Иногда бывает интересные делают ребята Ну, ходы. не так часто, как овации публика Да, делает. да, как будто бы я что-то... Вот знаешь, ты как будто сидишь и что-то очень не понимаешь. Вот ты смотришь
стендап на испанском. Ну, то есть ты прям, ну, очень неясно, что происходит и почему это так. Ну, в общем, я прекрасно знаю, что я не целевая аудитория этого, поэтому мне, может быть, не нравится. Но вот почему вдруг Beatbox, я спрошу у тебя, решил идти в сторону батлов? Потому что это, ну, это очевидно, наверное, ну, потому что растут ноги из рэпа, из хип-хопа, и батлы — это важная часть. В танцах есть батлы, в рэпе есть батлы. У стрит-артов есть какие-то там состязания. Наверное, вот они решили идти в ту же сторону. Но что-то я, мне кажется, не понял. Какие у тебя впечатления от вот этих всех штук? Про испанский стендап, на самом деле, очень недооцененная шутка. Очень хорошая. Да, Очень хорошая, да, Влад взорвался вообще. Ну, во-первых, мне показалось, что... Не, во-первых, вот очень креативно, да. Во-вторых, ты смотрел испанский стендап и испытывал испанские эмоции, поэтому... Глубоко, получается. Я даже сам... Вот, но вообще, почему пошли? Я должен сейчас как Жириновский ответил: «Подонки!» Да нет, ну, подожди, ты трехкратный чемпион мира. России. России. Да. По битбоксу, извини, пожалуйста. Да, но это было потому, что я выступал на мероприятиях, да, и мне так было проще объявить сначала. Там просто чемпион России, потом, ну, мало. Так, чемпионов России уже стало больше, чем несколько в России. Я такой, ладно, стану двухкратным. Вот. Потом двухкратным тоже вроде стало... Ну, не несколько, но кто-то еще был. Я такой, окей, трехкратным стану. Вот, и все, хорошо, теперь меня так не представляют уже. Это просто в смете выглядело более дорого, наверное, я для этого это делал. Но при этом никогда не понимал, всегда сильно, знаешь, как-то грустил то, что вообще есть соревнования такие. Потому что, конечно, соревнования должны быть, но на этом не должно строиться все. То есть... Допустим, когда появился батл-рэп сильно и стал популярным сильно в России, не появился, а стал популярным в России, был же, да? Вот там как раз-таки хайп был. Да. Это 14-17 год. Примерно. Самые главные года. На этом рэп не заканчивался же. Да. Вот. Было что-то остальное, и их тоже уважали. Было очень много всего остального. Да. И осталось. Да, вот. И... Если вот сейчас из битбокса убрать батлы, останешься ты и Мэтт Твинс, насколько я не понимаю. Ну нет, Паша, я Женя, привет. не хочу никого обижать, ребята, я ни в коем случае. Я просто сторонний наблюдатель за тем, вот что меня... То есть я вот обычный тип. Я стандартный тип, который листает рилзы. Вот я знаю о битбоксе ровно столько, сколько мне вот оно попалось. Вот здесь вот. Кажется, битбокс не изменится в лучшую сторону, пока люди будут стесняться в выражениях. То есть ты говоришь, я, наверное, не целевая аудитория, а на самом деле тебе кажется какой-то бред. Вот. Ну, так и надо говорить. Я это называю таракани бега, потому что они изображают звуки тараканьего бега на АСМР. Вот просто пробежал скоробей из мумии, хочет тебя съесть. Мне неприятно это слушать. И для меня это вот как раз-таки странно, вот реально, потому что люди, битбоксеры, да, стали любить что-то одно конкретное, да, вот какой-то вот определенный вот этот стиль тараканьих бегов, и остальное они такие, а это не круто, это легко. И я это очень быстро раскусил на моменте, когда вот было вирусное видео в интернете, где чувак делал... Вот, и все таки это легко. Но, значит, там такой момент, когда появляется другая нота. Вот, он, ну, так вот делал, и до этого момента из битбоксеров никто не мог дойти, потому что они делали... То есть менялся ритм, то есть ритм остается раз, два, три, четыре, а там... Уже сложный чуть-чуть ритм. Они не могли уместить себя в голове это, потому что не особо музыкальный. И когда битбоксеры все поголовно говорят, что это очень простой бит, я его не буду делать, это зашквар, но повторить его не могут, я такой, ну, какой-то хороший битбоксер. Ты дурак. Вот так не запикайте. Не запикаем. Так оставим, напишем огромную... Мам, прости. Дурак. Вот мое личное сожаление тоже, как человек со стороны, не битбоксера. Мы с Владом хотя- познакомились, вообще нас познакомил один общий друг, но я удивился сильно, что человек живет в Самаре, он фанат битбокса, он смотрит за всеми там соревнованиями, да. Он, кстати, вот целевая аудитория. Ну, как... Ну, блин, уже- даже уже меня не нет. слышал про меня. Ну, Никогда. уже не целевая, потому что я сам смотрю и понимаю, сам разочаровался во многом. И это даже, получается, сейчас эволюционировало из тараканьих бегов, где просто как можно быстрее. Сейчас это эволюционировало еще и
как можно больше звуков абсолютно разных произнести, которые даже не Мгм. имеют никакой мелодии и ничего, но при этом Да. они могут быть даже музыкально неприятны, как свисты всякие и так далее, но при этом это все делают вау, потому что это просто какие-то абсолютно разные звуки. Но это звучит еще хуже, чем таракани Звучит как бега. свинья дерется с обезьяной. Вот примерно, да. Ну, я не знаю, вот я со стороны, возможно, это просто начало больше ходить в спорт, чем в творчество. И в батлах, по-моему, это, ну, я не знаю, вот если мы говорим про рэп-батлы, я в них разбираюсь, я знаю все. Мгм. И вот, там в какой-то момент все начали почему-то уходить в сторону техники. То есть для рэперов вдруг стало важнее написать очень, что не такое слово, текст, в котором будет невероятное количество сложных слогов и переплетенных. Это все очень быстро и с хорошей артикуляцией произнести, чтобы это было больше похоже на спорт, чем на творчество. Но все-таки в батл-рэпе мы сравниваем две песни. Какие бы это ни были, не были какие условия и так далее, это все-таки музыкальное произведение. Музыка должна вызывать эмоции. Мгм. И вот этот момент просто взял и был так отрезан, и много лет не существовал. Ну и Знаешь сейчас почему? так. Потому что придумать панч такой же крутой, но из простых слов, намного сложнее. М. Вот как с музыкой. Чтобы всё-таки- с битами. Мгм. Вот так вот сделать. Но из простых слов это намного сложнее, чем просто почитать словарь Ожегова. Вот, и что-то для себя выписать. О, вот это под слоги подходит, вот ляжет на этот BPM вообще прекрасно. Мгм. Это простой путь, который может сделать любой человек, который в целом понял, в чем прикол. А человек, который дерзкий и чувствует, да, вот он в целом может как-то дойти своими эмоциями до панча простыми словами. Это куда сложнее. И вот как раз-таки сделать битбокс из, скажем, из 4 звуков, но чтобы эти 4 звука звучали приятно для человеческого уха, это намного сложнее, чем... Этому даже учиться не надо нормальному битбоксеру. Если ты профессиональный битбоксер, сделать вот это, что я сейчас сделал, ну это... ну, ты как барабанщику палочки на барабаны уронить. То же самое получится. Но к чему? Все равно бит из Билли Джин для меня самый крутой бит для барабанщика. Тоже есть Sugarfoot, да, который играл на концертах у Майкла Джексона. Мгм. И, конечно, очень много видео. Я все пытался разгадать секрет этого бита, потому что качать нереально вообще. Вот просто кик, снейр, хэт. Да. Ну, что-то Да, в нем есть, причем какой-то микрогрув, который да. просто тебя очаровывает. И вот когда Sugarfoot, какой-то, не помню, барабанный канал на Ютубе, когда он играет это, я это чувствую. Когда кто-то другой играет, этого нет. Он просто типа, окей, а что там? Ну нет же. Это больше похож был сейчас на Кармен. Вот в таких микромелочах мне очень нравится взрываться и пытаться понять, где тут собака зарыта. Мгм. Вот. Потому что это, во-первых, куда сложнее, во-вторых, это больше работает. Вот. И как раз-таки мы вот закольцовываем эту историю про вообще музыку, когда хочется наслоить всегда, да, Да. но тоже очень много величайших песен, где минимум всего, но оно как будто вот настолько на своем месте стоит, что ты, ну как вообще, я не понимаю. Меня Мгм. очаровывают вещи, когда я не понимаю, как автор дошел до этого, да. Это же, ну, очень сложно. Вот. Понятное дело, что можно всегда наслаивать, и в твоем понимании это, в понимании автора, это будет казаться всегда улучшилась композиция, Мгм. еще лучше стало. Вот, и так можно до белого шума дойти просто. Вот, в песне еще гулфус наложить, и все, и хана. Вот, но все равно в чем-то другом. И характер, да, песни. Вот есть же вот эта гонка громкостей же еще, которая тоже все как-то чуть-чуть уже характер вот этот весь, дерзость, да, убивает. И песни некоторые мы с тобой обсудили здесь, которые стали популярными сильно, да, и до сих пор популярны. У них же сильно ярко выраженный свой характер есть. Да, безусловно. То есть не просто какое-то там свое звучание, это как вот все говорят, поп-музыка и все, и на этом крест ставят. Нет, там есть прям такие ходы очень необычные для поп-музыки. Это не поп-ходы. Ну, поп-ходы — это просто popular же, типа не особо популярное мнение Мгм. в этой музыке было применено и звучит классно. Короче, я к некоторой поп-музыке просто снимаю шляпу и думаю, вот это было, конечно... Да, да, нет. Лучшие умы объединились и что-то создали. Мгм. Вот. Конечно, группу Гуталакс я тоже люблю. Иногда могу послушать. Это просто ад. Вот. То
ты сказал про минимум средств. Мне кажется, одно из таких самых популярных. Я не знаю, говорил ли это лично Майкл Джексон, или это о нем кто-то говорил, что он мыслил о том, не чтобы что-то добавить в музыку, а чтобы что-то убрать. Да. Типа у него очень грубо звучали паузы и тишина. Он делал при помощи тишины дополнительный грув. И вот он думал о том, как нужно убрать какой-то хэтик, какой-то звучок и так далее. У меня все-таки, когда я выполняю роль музыкального продюсера, так бывает, я все-таки все еще думаю, что нужно добавить оркестра, хор. А если хор, то уж, конечно, детский, что прям вообще прям всю эмоцию на полную. Но я понимаю, что это не единственный путь, и что, что вся великая музыка может обойтись без оркестра. Вот мы сейчас возьмем там топ-100 лучших песен, там, ну не знаю, там, с современности. Оркестра будет мало. Да. Вот. А когда мы с вами говорили вначале про Hey Jude, какой-нибудь Beatles, или Богемская рапсодия, там, конечно, в какой-то момент начинает случаться большего всего, но там все работает, и пока Фредди поет чисто под рояль, и все. Там все есть. Вот даже история еще, что в треке Queen Don't Stop Me Now нету электрогитары. А, да? Да. Видишь, там есть пианино, бас-гитара, барабаны. Да, действительно. Да, и он пошел. А звучит-то нифига себе. Как будто самый очевидный шаг был бы, да, добавить туда еще гитару. Есть какие-то живые выступления сейчас? Я сейчас отказываюсь от живых выступлений, потому что, опять же, хочу все-таки сделать план минимум на этот год, то, что я запланировал. Потому что мне получается это делать чуть медленнее из-за того, что еще и другие проекты есть. Вот. И хочется все успевать. Какой вопрос был? Живые выступления, сори. То, что предлагают, я ставлю гонорар очевидный, да, вот, но еще чуть сверху для того, чтобы не трогали. Вот. Да, есть. И было у нас, да, там зарубежное одно выступление, вот, но не беру, потому что хочется уже это сделать каким-то даже больше инфоповодом большим, чтобы, типа, сейчас вот это сделать, здесь еще чуть развиться, и потом какой-то грандиозный... Как, ты будешь один на сцене с микрофоном и все? Да. Да? Да. Вот, то есть ты не думаешь о том, что это будет шоу какое-то... Ну, то есть я конечно, сейчас не думаю, чтобы ты выступал как Бейонсе, чтобы у тебя было 15 человек, потанцовки и фейерверки. Но чтобы это было что-то большее, чем ты, микрофон и все. Очень много больших групп, которые таким образом, собственно, и выступают. Если там, опять же, и величина больше, да, и там и чуть-чуть больше по технике, это Эд Ширан, у него лупер, гитара, он, иногда битбокс. Вот. Вполне ему хватает. А он Эд Ширан. Вот. Ну, как бы я вообще далеко не Эд Ширан. Поэтому мне пока хватит и микрофона. Это мне нравится из минимума получать сильно максимум. Плюс у меня же опыт огромный, намного больше, чем вот я в интернете. То есть я выступаю с 2010 года, и у меня всегда так. А еще сложнее до этого было, потому что я был абсолютно не медийный. Каждый раз выступаю там в парке Горького, огромная сцена, выступили какие-то звезды, сейчас меня объявляют. Тарас Сами все-таки, кто такой? Мне приходится доказывать, почему я вообще стою на этой сцене. Да, и к концу все такие, очередь сфоткаться. Допустим, если выступление прошло прям очень хорошо. Заставить всех прыгать. Просто человек один с микрофоном вышел, заставил всех прыгать. Там несколько тысяч людей. Поэтому для меня всегда такой челлендж был. Сейчас этот челлендж еще проще. То есть люди придут, купят билет конкретно на меня, не знают, что я делаю, и я тут с микрофоном. Это такой просто изи будет. А для многих наоборот. Они начали в интернете, и потом им надо как-то на сцене выступать. Для меня это самое простое. Я стендап на испанском буду вести тогда. Выучу испанский. Мне даже... Ну, то есть на сцене мне очень легко. Много сложнее в интернете как раз-таки. Ну. Окей, спасибо. Да, тогда спрошу тебя про студию твою. Потому что мы все-таки на канале про звукорежиссуру. Студия — это, конечно, железочки, это интересно. Всегда. Скажи, пожалуйста, вот ты пишешь все в микрофон Shure? Такой, почти такой. Да, почему? Ну, то есть, объективно говоря, ты можешь себе же выбрать любой микрофон на свете. Ну да. Почему именно в него? Да, чего нет. На самом деле у меня политика такая, то, что я хочу во многом разбираться, мне супер интересна эта тематика, собственно, поэтому ты мне выпал в рекомендации. Смотрю много и про железо и так далее, но при этом я все, что мне... От того, что мне нужно, я оставляю 1%. Вот. И очень долго я вообще сидел на прекраснейших, конечно же, но на Скарлетт и Ямахах. Ну, Скарлетт звуковуха и Yamaha HS5
Ну, Yamaha HS5, вообще на них можно очень вообще до сих пор сидеть, да. Да. Но на Scarlett немного сложнее уже, когда этому нужен какой-нибудь клаудлифтер. Вот. И потом начал потихоньку обновляться, и стараюсь всегда держать себя в жестких рамках. Опять же, я вначале даже беседы об этом говорил. Вот. И плюс у него очень легко, во-первых, регулировать расстояние, да, ну, по звуку. То есть близкий звук, дальний звук, он динамический, у него Да, у него... ход да, довольно да, короткий. Да. Из-за этого. Далее он динамический, собственно, на него эхо не особо комната ловится. Вот. Комната на него ловится слабо. А комнату я очень редко как-то звукоизолирую. Вот. Что самое, конечно, вообще плохое, но это такой дает мне небольшой адок в работе, опять небольшой челлендж, с которым мне приходится справляться. Вот. Но опять же, конечно, следующий шаг у меня, вот я обновил себе студию, вот полностью такой же состав абсолютно, только минус предусил для микрофона, потому что сейчас взял себе Apollo, а у нее хватает. Плюс я микрофон себе взял новый, который вышел, вот это Shure SM7B, а вот тот называется, я забыл. В что-то S. Ну да, тот же самый, только с предусилом, короче, предустановлен. Вот он вышел, я его купил. И... Ну, я пока что все, которые ты слышал, мне он нравится гораздо меньше, чем SM7B. Да, то же самое, просто чуть длиннее в нем монтирован этот предусил. А ты не про USB микрофон? Не-не-не, нет. такой же абсолютно. Ага. То есть он же просто вот этот 20 лет назад вышел. Больше, Да, да. больше. А этот Ну, вышел в 23-м году, вроде, в конце 23-го года. Мгм. Вот, и в него сзади просто чуть больше переключалок. Мгм. Вот, а так это Прикольно. тот же самый микрофон, плюс новый, а тот я брал БУ еще давно, довольно давно, и он подуставший, помятый. Вот, внутри железка, вот эта решетка помятая у него. Вот. Ну, в целом обновил все, но ничего не прибавил. Да, Мгм. даже вот убавил, предусил. Блин, просто для меня любой конденсаторный микрофон это всегда большее наличие высоких частот. Это больше разборчивости, это больше ясности. Понятно, что если тебе нужно добавить сочный, плотный звук, это, безусловно, должен быть динамический микрофон. Если нужен глубокий низ, это все-таки получается при помощи proximity из динамического микрофона, но какие-то звуки. То есть я думаю о том, что... Не думал ли ты писать одновременно два микрофона, просто между ними переключаясь на разных звуках. То есть если это какой-то бас, партия или драм-партия, ты включаешь микрофон, то есть выводишь, ну, то есть ты в любом случае занимаешься постпродакшеном довольно глубоко. То есть ты выводишь шурик на каких-то там пэдах или колокольчиках или любых других гармонических музыкальных инструментах, ты выводишь микрофон конденсаторный. И вот ты таким образом набираешь, у тебя получается, что есть и верх, и детальность, и плотность, и низ. Оба мира взял, скрестил. Это такой, знаешь, технический момент, когда есть уже там полноценная песня, да, которыми как раз ты занимаешься, полноценной уже такой песней в классическом понимании, где может быть любое unlimited количество инструментов. И там, естественно, для того, чтобы все это дело уместить в микс, хочется изначально исходный материал довольно хороший. Вот. У меня чуть проще, у меня такой более дерзкий в этом плане подход. И если я начну делать еще это довольно сильно увеличит количество времени мое. Но это норм. То есть когда-то я должен к этому прийти, вот. Но пока технические какие-то, знаешь, уровни вот эти, да, уровни нормы, они не заставляют меня действовать по-другому. Вот. Все идет, людям в целом заходит звук, они слушают. И переходить на следующий этап нету нужды, по крайней мере, вот у меня. Вот. Если кто-то хочет как-то меня переплюнуть, да, и он накопил такой же багаж знаний музыкальный, как я, такое же видение, там, и хочет меня как-то переплюнуть, то, может быть, он сделает, как ты предложил. Вот послушает подкаст, и будет у него какое-то конкурентное преимущество. Вот. Но мне нет нужды этого делать. Я стараюсь выжимать, что можно и вот из динамического микрофона, и из неизолированной комнаты, когда свожу. Вот, переключаюсь постоянно на наушники, на это, на наушники, на то. Вот, собственно, такая у меня политика. Ну и плюс даже в плане музыки, опять же, у нас разные специфики. Вот. Но при этом мы более-менее в одной музыкальной области находимся. Да? Ну, работаем со звуком, понимаем в целом, можно про что-то поболтать, темы для обсуждения и так далее. Плюс у тебя на канале это же выходит. Да, есть разные подходы, вот. И мне кажется,
человек, который вот музыкальный находится, да, индустрии, он, если хочет быть уважаемым, да, в своей индустрии, он будет рассматривать и все подходы вот, к написанию, к созданию, да, вот. Есть кривая бочка и запиченная вниз акустическая гитара в треке Seven Nation Army. Вот, ну, вот ребята так сделали. Вот, ну, имеет место быть. Вот, пускай. Вот есть супер качественный звук в лэбе, да, у Беляева. Тоже. Вот. Тут никто не лучше. И просто и у тех есть слушатели, у этих есть слушатели. Вот, людям заходит разное. И главное просто... Вот эти все... Ну, то есть я вот сейчас все чаще прихожу к мнению, что вот эти все музыкальные... Я пытаюсь подобрать какое-то слово не матерное. Я возьму его сейчас. Заморочки, может быть? Заморочки. Да, пускай будет слово заморочки. Они скорее нужны артисту или музыкальному продюсеру. То есть они нужны музыканту. На самом деле, то, какой у тебя микрофон, и куда отправишь там в Лондон на мастеринг, это все важно в основном артисту. Твоим слушателям в целом не важно. Если музыка работает, она работает. Кем она сведена, сведение не так сильно влияет на хит, как, может быть, мне бы хотелось бы. Мастеринг тем более. Микрофон очень опосредованно влияет. Очень опосредованно. Самое важное — это и музыкальная идея, музыкальный материал, и твое исполнение. То, как ты эту идею реализуешь. Фиксация в MP3 файл или там, это все уже вторично. Но просто, когда общаешься с музыкантами, как правило, они же относятся к своей музыке как к своему детищу. И они хотят как можно больше вложить, чтобы, типа, да, у меня есть наконец-то деньги, наконец-то я поехал в туры, наконец-то у меня там есть сборы, наконец-то есть какие-то стримы, я готов потратить больше денег, давай мы попробуем сделать там вот это, вот то, да, мы здесь запишем дороже, сведем дороже, отправим на мастеринг в Лос-Анджелес. То есть какие-то такие вот движения, когда именно сам музыкант это инициирует. Вот я хочу спросить, у тебя ли есть это? И является ли у тебя это желание? Или ты действуешь исключительно утилитарно? То есть вот я понимаю, что работает, насколько мне нужно, я возьму максимум из того, что у меня есть, большего, да и не надо. Опять же, тут я откатываюсь к изначальному корню. То есть я люблю музыку. Я очень долго был слушателем музыки. Я очень много следил за теми музыкантами, которые мне нравятся. И, к сожалению, больше половины из них жестко скатывалось на этапе, когда у них не только появлялись сборы, да, но вот они начинали заморачиваться. То есть в какой-то момент они начинали заморачиваться, что-то делали слишком качественно, а это прыжок, да, то есть слишком. То есть если это плавный рост, конечно, то есть у каждого есть плавный рост, и это, за этим приятно наблюдать. Но когда есть квантовый скачок, это просто другой артист, другой человек уже, и ты думаешь, что произошло? Как-то, ну, пойду первый альбом переслушаю, допустим. Вот. И главное их не удалять тоже. И, собственно, на этих ошибках, да, других артистов я как бы двигаюсь. Вот, потому что я очень раньше часто расстраивался, когда я слышал какую-то демку, ну, сниппет, да, просто тогда не было понятия сниппет. Ну, да, возможно, был, но как-то этими люди не особо пользовались, вот. И просто офигенно звучит. Ну, класс! Вот есть какое-то вот что-то свое, какая-то такая небрежность, которая очень подходит стилю. Потом выходит релиз официальный. И там все слишком вырезано. Да, просто по-другому даже звучит. Нету атмосферы, нету вайба уже. И оказывается, да, то есть я поначалу, когда начал музыкой заниматься, думал, что это эффект первой демки, знаешь, вот этот, когда ты конечно. Просто привык к звучанию к этому. Так нет. Просто АБ включаешь вот так вот, ну, вот здесь как-то вот есть характер. Вот, здесь уже все правильно, да, хорошо. То есть, возможно, в плейлист на Spotify возьмут. Вот, нет, ну, возьмите $200, пожалуйста, возьмите уже. А когда... Ну, то есть, музыка не об этом. Вот, я очень часто обращаюсь к себе как слушатель, очень часто откатываюсь на себя в подростковом возрасте, чтобы я... Насчет каких моментов я расстраивался. Вот, у тех, на кого я смотрел. Вот так вот. И, собственно, это мне помогает немного адекватнее двигаться вот здесь и сейчас. Вот. Поэтому нет у меня такого, то, что утилитарное какое-то отношение. Я, наоборот, стараюсь вот этот творческий вайб как бы не убить, потому что это же музыка эмоции. Вот. И эмоции немного теряются, когда все выравнивается с утами и гуфусами. Вот. Но при этом это офигенные инструменты, если их просто
уметь. Да. Безусловно, все инструмент, все есть лекарство, и все есть яд. Вот. Зависит Сам от пользуюсь ситуации. просто. Да, я все прекрасно. Это просто как боль вот эта, которая сейчас я за плагины выговариваю, то, что никто уже особо не эквализирует. Вот, а все немного, Да. накинули. Но это я сильно утрирую. Вот. Все имеет место быть. Вот. Просто, короче, вот такая позиция у меня. Мгм. Не смог вовремя остановиться. Да нет, все клево, нормас. То есть мы ждем концерт. Давай так, когда нам ждать, значит, олимпийский от Араса? Ну, уже там сейчас не олимпийский, кто сейчас должен быть, какие сейчас Еще Лужника сейчас часто делают. лужники? Ну, блин, видишь, у меня с России-то 3% подписчиков. Блин, у тебя нету желания направление попробовать прокачать? Нет, Хорошо. на самом деле, мне вот как оно идет, так оно идет. То есть я не хочу никак форсировать ничего. Я говорю, я же двигаюсь по плану, собственно, я его продумал, когда еще не был медийным. Я пока еще не был, у меня не было цифр вот этих всех, я в высказываниях был более дерзкий. Вот. Сейчас из-за того, что чуть больше глаз, я уже чуть больше как бы помягче разговариваю. Вот. И... В каких моментах разговариваешь помягче? В чем именно? То есть, когда у меня не было вообще цифр никаких, Влад свидетель, я на какого-то крупного битбоксера мог сказать, это просто в подметке мне не годится, мне будет в десятки раз больше, это просто... Это дело не то, что времени, а просто дело правильного действия. А я при этом даже, ну да, скорее всего, да. То есть я даже не отрицал это особо. Вот, да. Ну, потому что он знает, что я довольно трезв в оценке всего вообще по жизни. У меня довольно трезвый такой рассудок насчет всего, и поэтому... Когда я говорю какую-то очень дерзкую вещь, скорее всего, я не сошел с ума за секунду. Вот. И поэтому сейчас я даже, наоборот, мягче, чуть поскромнее. На первом месте у меня как раз-таки хозяева Madison Square Garden по подписчикам в процентном соотношении. На втором месте Бразилия, и мы, так как там чуть проще договориться, да, мы хотим там концерт сделать в Бразилии. Вот. Но пока решается, да. Может, и не будет, может, сходку сделаем, ребят. На английском, может, будут субтитры. Ну вот. Это без шуток. То есть... Это нужно еще на португальском. А туда просто проще ребятам с Америки прилететь в том числе. Вот. И плюс мне пишут ребята вполне хорошо на английском разговаривать в Аргентине и Бразилии. Ну, на этом континенте. Ну и нам виза не нужна вообще. Да, а по поводу России, вот оно как идет, так и идет. Все равно удивительно, что и в Самаре, и в Москве очень часто узнают. Примерно 2 человека в день в среднем. То есть бывает, что... Круто. Вчера не помню. Нет, вчера было. Такой вопрос неловкий. А вот в термах тебя узнают, когда ты стоишь в плавочках? Вот это неловко довольно. Ну, было, да, вот как раз я был до этого. Когда я в термах был последний раз? Сегодня? Не. Позавчера где-то. Позавчера, да. Воскресенье. Вот, и там тоже подошли. Ну, это же вы известный битбоксер. Я говорю, да, здравствуйте. Говорит, а жена говорит, нет. Он же. Вот. Разное есть абсолютно. Блин, меня узнают 2 раза в месяц. Примерно. В Самаре. Ну, это, блин, сильно круто. Ну, спасибо большое. Да не, круто. На самом деле, очень рад, что... Во-первых, ты в Самаре, да? То есть, я говорю, я добавился, такой, Самара, вау, вообще класс. Потому что очень сейчас у меня эта мысль еще и радость за тебя, то, что ты с Самары, она как бы еще сильнее стала. Вот. Потому что вот последний small talk с незнакомыми людьми у меня был в субботу. Просто познакомились, там, допытались, чем я занимаюсь. Вот. Смотрят такие, а ты что в Самаре? А где мне быть? Типа, здесь классно. Здесь офигенно. Потому что у меня... Ну, какая студия, посмотрите. Спасибо большое. Разговоров о том, типа, когда в Москву, когда уже переедешь, их так было много. Я просто уже начал лично много раз отвечал, типа, блин, ребята, я не обещаю, я не зарекаюсь, я не знаю, как повернется моя судьба. А люди еще думают, что это, возможно, твоя неуверенность просто. Ну, типа, в переезде в Москву. Нет такого? Нет, вообще никакой неуверенности. Меня прям звали несколько раз на... Не, ну это звали когда другое. А вот когда мнение со стороны, знаешь, типа, а что он в Москву едет? Может, боится, наверное, что не получится. Нет, я бы хотел здесь, здесь мне кайфово, классно жить. Я не знаю, как ты ответишь на этот вопрос, но здесь кайфово, классно жить. Плюс я хотел бы, чтобы
Самара стала, ну, если не новым Нэшвиллом, то вот местом, где тоже можно делать классную музыку. И я постараюсь сделать все, что от меня, ну, насколько конечно, я смогу, чтобы просто сегодня такая история все очень москвоцентричная. Если ты какой-то музыкант, неважно ты откуда, ты из любого города, и у тебя вдруг что-то получилось, и ты поехал в первый тур, тебе нужно писать следующий альбом, или снимать клип, или общаться с продюсерами, с лейблами, давать интервью, или ходить на подкасты, то это 98% случаев, что тебе нужно ехать в Москву для того, чтобы там писать новый альбом. То, что если вдруг тебе нужен рояль у тебя в твоем кинеле, к сожалению, рояль негде записать. Если тебе нужен, там, я не знаю, барабаны тебе нужны, живые, клево звучащие, или тебе нужно найти сессионных музыкантов, с которыми ты будешь классно гастролировать, ездить, это будут клевые чуваки, которые умеют играть. К сожалению, скорее всего, они уже в Москве. Все, кто остались в твоем городе, или их не достать, потому что их обычно... Вот у нас сейчас... Я просто общаюсь в музыкантских кругах. Если тебе нужен романщик в Самаре, который умеет классно играть, их типа человека 3. И они, к сожалению, заняты. Ну, то есть ты можешь, конечно, к ним прийти и сказать, типа, ребята, очень нужно, если они тебе скажут, что всего доброго, дружище. Ну, все, и куда тебе деваться? Тебе нужно ехать в Москву и что-то делать. Я бы хотел, чтобы этот тренд переменился, чтобы, ну, если вдруг какой-то чувак есть из Самары или ближайших городов, чтобы он знал, что если мне нужно взять альбом сделать, то я могу сделать не только в Москве или ну, там, в Питере есть еще несколько классных студий и потрясающих инженеров. Но что еще можно приехать в Самару в том числе. Да. Вот хотел бы, чтобы оно склеивалось и получалось. И вот я хотел бы здесь сделать что-то такое местное. И ты... А ты чем руководствуешься? Почему ты? Ну, потому что, ну, ты объективно говоря, ты можешь жить сейчас и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Риме, и, не знаю, где угодно еще, и в Токио, как в начале ты сказал. Ну, да. Почему нет? Туда можно слетать, во-первых. Вот. Ну, да, нет, я лишь про комфорт Побыть. жизни. Да, тут все близко, я не знаю. Выхожу, завтракаю через дорогу. Захотел стейк, проехал 6 минут на такси. Ну, вообще, причем выбор тоже 4 разных. Для Москвы так и 4 разных местных ресторана. Чел. Но да нет. Еще мне нравится то, что вот в Самаре ты приезжаешь в ресторан, и там мебель новая, как будто никто не сидел еще даже. Вот. Ну, кстати, ко мне приезжают к нам музыканты и другие ребята, они очень высоко оценивают барный уровень в Самаре и ресторанный уровень в Самаре. Да, У нас да. очень круто. Да. Прям реально высокий уровень. Да. Как эта муха заколебала летать. Просто 2 часа надо мне. Фух. То есть мы по уровню-то нету просадки какой-то, по уровню вот этого обслуживания, все, что тебе нужно, какие-то кайфы по жизни просто. Не Да. то, что бытовые, а просто какие-то уже такие кайфы. Если тебе нужно, слетай в Москву на выходные, вот, в целом, если ты можешь себе позволить жить в Москве, соответственно, можешь и слетать в Москву. Да, Да. да. И лететь, ну, не знаю, как от МКАДа до центра добраться Сейчас по 20 времени. лететь. Да. Далее, плюс хочу своим примером показать, что, ну, в целом, для того, чтобы тебя там Шакил О'Нил пародировал, можно и в Самаре жить. Вот. И ничего такого. Вот. Еще такая самая неочевидная, меньшая причина. Мне не особо нравится в Москве. Вот. Понимаю тебя Там прекрасно. очень много. Не все, конечно, там есть прекраснейшие люди. У меня там есть очень близкие друзья. Но очень все пытаются себя самопрезентовать, пытаются как-то подороже продать. Это от того, что по жизни у них что-то не получается. Вот. И, ну, не обязательно вообще в Москве жить. Москва — это не, как сказать, не точка, которой нужно, только к которой нужно идти. Вот. Можно творить. Если ты чего-то стоишь, можно творить вообще отовсюду. Вот. Если ты уже прям сильно перерос свой город, да, ну, может быть, себя город сам выкинет туда. Будет у тебя столько дел в Москве, что ты не сможешь оттуда уехать. Вот. Мне был такой, кстати, период в 2015 году. У меня было так много выступлений в Москве, что мне пришлось туда переехать на этот период. Как раз на вот, выступление. Вот. Но ты там не остался. Нету, Ты как раз я очень побрал. много переболтал. Ивент-индустрия, она же все равно притягивает еще вот этих ребят довольно часто, которые пытаются пробиться. Они же вместо того, чтобы делом заниматься, на тусовке ходят. Не, бывает. Полезно садиться на тусовки, обзавестись Конечно, я, то есть, знакомствами, но да, главное не
Вот пока от Шакила О'Нила далеко не отошли, я в перерыве посмотрел, и Шакил О'Нил с момента загрузки этого видео со звуком Тараса выложил еще 200 видео, 200 Ага. рилсов. И 200. 200, он очень много загружает. И видео со звуком с пародией на Тараса 5-е по просматриваемости. Это Ну. я закруглю тем, что люди живите в Самаре, все здесь хорошо. Вот. Будь здоров. О, спасибо большое. Такой без атаки снейр. О. Так надо Спасибо, что чихать. не микрофон. Хорошо, вот как, боже мой. Даже тут скорее не живите в Самаре, живите там, где вам кайфово. Не Да. обязательно Да. куда-то уезжать за длинным рублем или мечтой. Люди еще деньги копят, чтобы в Москву переехать. Ну, это... Нет, ну, я провожу в Москве неделю в месяц примерно. То есть я много работаю в Москве. Мгм. И жить там, ну... Там вот что-то... Но мы не хейтим Москву. Не, ну, вообще, я просто поездил по Европе. Я был Мгм. и в Берлине, и в Варшаве, и в Париже. Ужасный город, если честно. Извините, пожалуйста. А нам Шенген не дали. Вот А, 1,5 недели назад. Короче, Да. я не знаю, я был, наверное, в 8 европейских столицах. Дважды встречал Рождество и Новый год в Праге. И, собственно говоря, Москва сильно лучше, чем Мгм. любая европейская столица. Ну, по уровню всего. То есть на Полностью уровне согласен, и- и- полностью, и- да. и безопасности, благоустройства, я там знаю, удобства, того, когда ты пассажир, когда ты не пассажир, когда ты вот вообще как ты вообще взаимодействуешь с городом, Москва находится на недосягаемом уровне. Инфраструктура вообще, вот как она Да. есть. Он Вот Да. тоже в всю этом Европу аспекте. проехал. блин. Да. Один я тут только в Берлине был. И все. Да. Ну, еще В Турции. был в Токио. И тоже Ну, это Токио, да. Сеуле. Так что Не, ну нормально. понятное дело, я про Европу говорю. Ну да, тоже да, да. такое, знаешь, Ну да, вот я в Азии не был. Я много где был в Европе и с большим отрывом. То есть, ну, я очень люблю Прагу, классный город, очень нравится там. То Москва гораздо круче. А Самара еще лучше. Вот так вот мы возьмем. Ну, для нас. Ну да, естественно. Да. Поэтому, ну, постараемся построить здесь свое. Главное, что цель у тебя Ага. такая есть, которую ты озвучил. В целом, может быть, кого-то она смешной там звучит, вообще плевать. Главное, это Плевать. твоя личная цель, и ты двигаешься, у тебя это получается. Ты шагами двигаешься вперед, не стоишь на месте. Спасибо. Вот, это самое главное вообще, чтобы... Потому что я много вещей каких-то говорил людям, да, которые у меня потом в жизни появлялись довольно скоро, но для людей они просто звучало для кого-то как белый шум, для кого-то просто у виска крутили. Вот. Ну, тоже странно, если сейчас откатиться назад, да, и год назад, если бы я прованговал то, что у меня сейчас. Да Шакил О'Нил мне пародию еще будет снимать. Такие... Вот. Ну, это если так модулировать ситуацию. Но вот звучит как бред. Поэтому мечтайте и действуйте. Да. Вот, а не просто хорошее завершение. Желание и труд. Спасибо огромное. Ну, ребята, смотрите окончание этого ролика. Всем пока. Получился такой вот разговор с Тарасом. Пишите, что думаете. А по экрану будут волшебные бусти подписчики, которые видели этот разговор с Тарасом еще 1,5 месяца назад, может быть, даже больше. У меня с ним вышел подкаст на Бусти в день, когда мы это снимали. Потому что мы снимали на ТМ-ку. Там немножко не так нарезано, чуть более неряшливо, но в целом посмотреть весь наш разговор можно было уже тогда, 1,5 месяца назад. Если вы не из России, ребят, там вам Ола, Сайонара, Алоха. Ребята, 3-й час ночи, мы снимаем эти вступляшки закрывашки. Тяжеловато выживать, извините, пожалуйста. Бывает, так бывает. Надеюсь, хотя бы подкаст вам был интересен. Вы поставите лайк, может быть, подпишитесь на канал. Скорее всего, придет много новых ребят, которые меня не знают, которые пришли сюда из Тараса. Но у меня здесь, значит, есть YouTube-канал, он по звукорежиссуре. Если вы досмотрели до сюда, может быть, и я вам стал интересен. Короче говоря, звукорежиссура, занудство и музыка. Это то, что здесь нас всех объединяет. И мы ради этого здесь все вместе делаем одно общее дело. Поэтому можете аккуратненько переходить, подписываться, смотреть другие мои ролики. Вот. Спасибо большое за внимание. Адью.